Так, ну что, проверочка. Сейчас тут все загрузится. Так, что у нас тут по звуку? Нормально. Так, звук у нас есть. Картинка тоже есть. Ну ладно, чуть что. Потом отрегулируем. Так, ладно. Может потихоньку начинать. Сейчас подключусь к чату. Так, ну что. На сегодняшний момент я уже 44-й. По сути, было только 2 стрима на этом паладине. Ничего вне стрима я не делал. Ну вот разве что, по-моему, обучился вот верховой езде вне стрима, а так больше ничего такого. Ну, пару макросов, кстати, тоже сделал. Я просто взял, объединил оба таунта, соло таргет и AOE таунт, вместе с прото-обилкой. Holy Shield, вот. Просто объединил и все. Таунт, они у них нету ГКД, поэтому просто объединил. Думаю, это вполне полезно и удобно. А вот насчет деф объединения, вот не знаю, если честно. Я сделал макрос. Что у меня тут? Просто я добавил на одну кнопку две обилки. Две обилки на деф. То есть стандартная паладиновская Divine Protection. И по талантам еще Divine Sacrifice. То есть, как бы выгоднее, конечно, мне кажется, я так понимаю, отдельно их использовать. Как две разных деф-способности, учитывая, что у меня Divine Protection, она теперь по талантам, по фуловым талантам она немного иначе работает. Поэтому как-то так. Ну, не знаю, посмотрим. Так, ладно. Ну что ж. Давайте регать. Посмотрим, как танка будет долго искать группа. А то этот прям как зашел. Увидел то, что паладины в основном, которые заходят к тренеру паладинов в кафедрале, вот это прот-паладины. Так, ну почти вся группа есть, отлично. Нужен еще ДПС. Это хорошо. Так, в Зульфараке, кстати, в предыдущем стриме, последний данж, который мы прошли, это был Зульфарак. Я вот выбил из босса, последнего босса. Мейнхенд хороший. Одну из частей. Как раз таки ту самую часть, которую я не смог на Туртловое выбить. Так, ну, хил, подтверждай. Так, надо потихоньку просыпаться. Так. У нас есть уже паладин, да? Ну тогда ладно. Тогда ему кинем на ману. Понятно, странные какие-то бафы он дает. Ну ладно, пофиг. Давайте поскорее, товарищ. Подходите, подходите, что мы там? Кого ждем? Хил фуловый. Так, группа у нас, кстати... ладно, почти все.
Да, хил у нас только 43-го и 1 ТП 41-го. А так, 3 человека 44-го левела. Плюс-минус нормально. Так, получил массовый стан, да? Так, ну начало, я думаю, отлично уже заранее, можно сказать, просто потому что данж один из легчайших. Так, сейчас мне тут секундочку. СМС-ка пришла. Блин, возможно, планы, конечно, изменятся. Не смогу сегодня подольше постримить. Блин. С 10 до 12 надо будет освободиться, блин. Сложно, конечно. Так, ладно, в моем распоряжении пока что где-то часа 2. Тогда, возможно, если будет желание... Желание-возможность, я, может быть, даже и на 2 части разобью сегодняшний стрим, а может быть и нет. Может быть, сегодня тогда займусь монтажом еще. Придется тогда поактивнее поспамить, конечно, данжи. Ну, несколько, я думаю, успею сделать. Каких-нибудь 4 точно.
Если вот так вот прям инстапрок будет, учитывая все-таки, что я за танка играю. Так, шлем-то хороший. Забираем. Да, кстати, зря я нажал, да, в способности. Я только что поднял левел, я не заметил. Учитывая X7. Частенько вообще забываешь просто следить за всем этим делом. Так, какой мы талант вкачаем? Арден Defender, наверное, получается, да? Так, а вот дальше что? Блок на 10% увеличивает. Тут экспертиза, total stamina. Ладно, ну тут по гайдам гляну. Дальше. Так, давайте мы этого добьем. Стомпера. Надо стомпер вообще-то фокусить, я так понимаю. Так, ну вот, вроде бы всех на себя сыграл. Хорошо. Так, еще ставим блок. Надо вспоминать то, что у меня... Мне же эти блок способности на другой билке. Это только в начале файта использую. Holy Shield и все. Так. Ну вот. Это лучше, чем на тупо выносливость. Так, сейчас я только
Билки быстренько выучу, как раз 46 апнул. Доброе. Приветствую. Слушай, ты случаем не спец в прот-паладинах? Я вот не помню, что мне вот дальше лучше прокачивать. Комбат экспертиза, вот тут вот повышает экспертизу, общая выносливость, крит. Или просто вкачиваться в редут, который дает там мне больше блока. Я тут как-то дальше не знаю. Если нет, то я просто тогда, наверное, по гайдам гляну. Так, ладно, все, возвращаемся. Ну вот я тоже так подумал, то что она мне пока что не особо-то и важна. Из всех тех статов, по сути, ну только выносливость и все. Крит тоже как бы особо не нужен. Так, сделаем так. Просто тупо всем дам виздом. Ладно, тут. Ну, понял, да. Это значит тот самый стат, который больше нужен именно на макс левеле. Хорошо, тогда я дальше буду просто через блок вкачиваться. И стараться почаще спамить такие способности, как вот Holy Shield. Чтобы вражина, по сути, об меня убивалась. Приятная прелесть прот-паладина. Так, насколько я помню, этих зеленых слизней надо будет кайтить. А, ну у нас ладно, у нас как раз фростмаг есть. Это хорошо. Я вот вчера, кстати, планировал запустить. Все-таки в конце предыдущего стрима я упоминал, что, скорее всего, в понедельник, но не получилось, мы тут переехали. Другое жилье. Пока то все. Так, ну что, готовы? Так, а маг у нас... А чё маг бегает? То есть все это время он использовал фрост способности, а теперь он использует аркан? Ты чё, дурак, что ли? Так, этому мы кидали, по-моему, виздом. Магу каску. Ой, каску, вот так вот. Немножко не те у меня бинды. Немножко непривычно перескакивать с ред паладина на прот паладина. Разные персонажи.
Еще и за ханта играл. На выходных. Наконец-то прокачал. До 79-го буду потихоньку одевать твинков. По сути, кто у меня там остался? У меня там ДК, Рестор, Хант. А, ну вот этот вот паладин, которого сейчас прокачиваю. Вот его еще буду тоже на 79-го восстанавливать. Ютубершу, говоришь? Понятно. Ютуберы уже не интересуют? А друида так, кстати, качает или на хардкоре? Там сейчас, наверное, немножечко сложновато играть из-за онлайна. Я туда, наверное, вернусь, когда вот тут мне надоест. Потом, скорее всего, на черепаху обратно. А потом уже посмотрим. Ну да, в принципе, если бы я знал, конечно, тоже абсолютно все, то я бы тоже прям вот со всеми объяснениями играл. А так, я делаю лишь в видеоформате гайда. Именно по этим вот, по кастомным квестам или луту в данжах. А так, если есть какие-то конкретные детали во время прокачки, то на стриме бывает, оговариваю их там по типу каких-нибудь добавленных новых квестов, которые есть в локациях. Так, это вот трогать мы не будем. Т3. Так, Т3 это... Это получается что? Это Анкераж или Наксрамос уже? Я не совсем просто помню. Т3. Понял, да, Наксрамос. Блин, ну молодец. Я вот во время классики на Наксрамос, кстати, ни разу не проходил. А, понял, да. Анкераж 2.5. Тогда 2 это, наверное, получается это логово крыла тьмы. А как числятся те сеты, которые считаются вот эти вот промежуточный рейд, который добавили Зул? Зул групп это получается, да. В классике это Зул групп. Он тоже же, наверное, числится какой-то цифрой. Кстати, в Анкераже тоже не было. Да вообще, наверное, если так вспомнить, ни в одном классическом рейде я не был толком. Кроме Molten Core. Но это, зато Molten Core, вот когда первый раз сходил, по сути, и сразу весь фулл ран сделали.
чисто как первое впечатление, это было довольно прикольно, потому что все-таки вы всей гильдии собираетесь, 40 рыл. Это действительно прям масштабно выглядит. Как все вот, скажем так, координированно именно действуют все вместе командой. Это клево смотрится. Но вот именно на постоянке вот так вот, да ну, я бы, наверное, не смог. Ну, еще, может быть, просто позитивное впечатление, просто потому что я не был из тех, кто сильно там одет. И я в итоге роллом выиграл целых 2 шмотки. Именно паладин тир 1. О. Что это у нас? Двухручка. Ладно, давайте сразу на распыление, пофиг. Да, насчет смута, кстати, я давно узнал. Я на ютубе подписан на канал ММР-ПГСУ. Я вот давно смотрю этот YouTube канал. И там вот всегда вот такие вот самые актуальные новости, связанные в основном с видеоиграми. Ну, бывает еще там что-нибудь по фильмам говорят и так далее. И в конце всегда люблю рубрику «Халявы и скидки». И вот про смуту, да, я видел. Она чем-то напоминает мод Mountain Blade огнем и мечом. А вот именно одиночная кампания прям вот напомнила мне именно Kingdom Come Deliverance. Потому что, насколько я понял, игра не будет там так сильно с открытым миром, а чисто вот именно линейка сюжетная. Так, вот насчет Патриота, кстати, не видел. Ну, я Сталкера просто не играл. Сталкера я не знаю особо. Точнее, знаю, что это за игра, но я не из фанатов. Я знаю, что его еще называют Ждалкером, потому что очень долго не могут выпустить следующую часть, постоянно откладывают. И тут вот еще сегодняшний выпуск, кстати, посмотрел. Там какая-то игра под названием Русы против ящеров или древних ящеров, я не запомнил, но это, конечно, это прикольно выглядит. Но там сразу пояснили, сразу, прям вот с самого начала, то, что это не серьезный проект, а чисто стёб. Я так понимаю, наверное, большая такая отсылка жирная на сюжеты РЕН-ТВ, о которых даже мне тут в Латвии известно. Ну, я все-таки в детстве, допустим, на самом деле я любил смотреть необъяснимо, но факт. И поэтому что-то подобное я знаю. Кто такой, допустим, Сергей Дружко, я тоже знаю. И, по-моему, у нас даже в детстве, я не помню, наверное, по кабельному или что у нас там было, тарелка спутника. У нас, наверное, был канал, где вот показывали его выпуски. Я даже в некоторые выпуски верил по типу Снежного Человека или еще что-нибудь. Прям вот реально верил. Древние русы против ящера. Да. Ну, выглядит на самом деле прикольно. Для игры Стёба там прям довольно красивая, вот скажем так, боевка. Вот тут же вспоминается вот предыдущая наша тема, когда вот мы про корсаров общались. Вот даже в этой игре боевка, она выглядит, ну, поприятнее. Ну, по крайней мере, ладно, на картинке. На видосах. Как она будет в реале, я не знаю. А так, да, на самом деле это прикольно.
То, что, по сути, санкции вынудили наконец-то разработчиков снова разрабатывать, условно говоря. Потому что раньше, насколько я помню, такой вот бум разработок был вот как раз-таки сколько лет назад, условно, ну, уже около 20 лет назад, 20-15 лет назад, когда были вот, соответственно, такие игры, как Корсары, что там еще хорошего. Я даже мало что знаю, на самом деле. Слыхала вот о каких-то играх по типу Вангера, я не знаю, вроде говорят, тоже какая-то крутая, но своеобразная была. То есть вот тогда вот были те времена, когда вот, очень хорошие игры делали. А потом как-то перестали, и вот снова начали. Молодцы прям. Говорят, собираются еще заменить спортивные симуляторы. Не помню, где это видел. То ли статью. Да, по-моему, статью в Телеграме прочитал. FIFA заменят и НХЛ, по-моему, хоккей. Свою сделают. Бюджет уже выделили. Древних русов были союзники, древние белорусы. Блин, ну, кстати, насчет вот этой смуты, вот я бы точно, наверное, попробовал ее. Только, насколько мне известно, она будет в ВК Play только раздаваться. Ну, продаваться, да. А у нас ВК заблокирован. И вот мне придется как-то, я не знаю, через VPN впервые пробовать. Или все-таки ждать возможности спиратить игру. Ух ты! Канг! Вот это вот я понимаю лут. Прям легенда классических топоров. Канг обезглавливатель. Орк-шаман спрашивает, может ли он нидить? Конечно, блин. Чувак, у тебя, по-моему, даже расовая пассивная способность увеличивает урон от топоров. Тем более, энх-шаман. Разумеется, можно. Я что-то это, кстати, вот когда... Не помню, кого я прокачивал тогда. Блин, ну реально не помню уже. Я тут уже столько прокачал. В общем, мы проходили последнюю часть БРД, Темной горы. И вот уже чистили, по-моему, помещение перед последним боссом, перед императором. И выпала World шмотка. World Drop. Двуручный меч Destiny. 52 левел, эпический. Который дает прок на 200 силы, по-моему, на 15 секунд. По-моему, тоже хорошая шмотка для классического Варкрафта. Вот я ее заролил, выиграл. Мы там в пятером все нидали. Пока еще как-то не удалось продать. Просто носить-то ее нафиг мне не надо. А так хотя бы, может быть, продам какому-нибудь ценителю. Я, кстати, надеюсь, раз уж на то пошло дело, то, может быть, кто-то все-таки додумается воскресить корсаров. А то ведь попытки были, вот, там все время из рук в руки переходило. Переходили права на них. Кто там, Блэкмарки были какая-то, или что там, какая-то студия, когда вот были
только в течение лет лишь эти всякие арты, потом немножечко какой-то отрезок с видео. Бредятина, правда, какая-то получилась. Черная метка, по-моему, называлась. Ну, якобы. Следующая часть черная метка. Расхайпить-то расхайпили, а вот выпустить так и не выпустили. Так, 47-й. Давайте дважды в блок. Так, паладин наш уже, да, он уже с топором ходит. Блин, ну прикольный топор. Он, по-моему, дает там какой-то эффект кровотечения или что там было. Внешне, правда, он, наверное, ну не знаю, ну не совсем. Топор это не то оружие, которое паладину стоит носить. Так. Да, кровотечение на 560 урона. Неплохо. Для 49-го левела. Паладина все-таки я представляю либо с двуручным молотом, либо с двуручным мечом. Так ты еще, я так понимаю, в начале лета, когда вот ты мне говорил, если получится, по-моему, в июле ты планировал. Так и не получилось, да, значит, совсем? Ну вот, насколько мне известно, вот разрабатывают, я так понимаю, второй мир чисто вот под китайский регион. Либо вот подождать именно подходящий самый момент, так. Так, маг фуловый. Так, сейчас я немножечко тут на файт отвлекусь. Тут можно и слиться. Так, ну вот, отлично. Вот в этот раз отлично сыграли. Так. К Новому году. А, то есть ты хочешь именно вот с обновкой ноута? Ну или в целом там компьютер, не знаю, что у тебя там сейчас, да? То есть сначала ноут и тогда уже Warcraft, да? Но в принципе, если вообще не к спеху, то да, может быть и стоит подождать. Вот именно когда и разрабы сами выпустят уже второй мир для китайского региона. Потому что тогда, ну, действительно, онлайн будет регулироваться, уже меньше будет на основном сервере. Так что сейчас, ну, такое. Мне еще вот под последним моим видосом был у меня там комментарий. Сейчас даже зайду. Еще раз, быстренько. Так.
Так. Тут последний комментарий, да, был какой-то вот. Очередь возрастает на выходных, вот на этих выходных, вот которые были, 1,5 часа. Но это только когда вот именно у китайских игроков час пик. То есть по Европе это в 12-16 часов. Так вот мне написали под моим видосом, где я, ну, чисто просто чуть-чуть снял про 11 плюс тысяч. Поэтому сейчас, наверное, да, с такой большой вот очередью, ну, фиг знает. Я просто, когда сначала у меня просто появилась идея, ну, так вот просто заснять хоть что-то, показать, что там происходит. Я сначала попробовал вечером зайти, была очередь. Потом, ладно, зашел утром и тоже очередь. Понял то, что это уже все, это станция. Не знаю даже, как это обозначить, но это все. Это точно нужен второй мир или вводить что-то типа слоев, как это делали вот на классических мирах. Так, давайте-ка мы тут все спулим. Неплохо. Это на что? Наручный меч. Ладно, пофиг. Там, кстати, вот еще в чем прикол. Вот я, когда играл на черепахе, бывало такое, то что, ну, вот, бывала причина, вот, по которой я все не понял, почему у меня проседает FPS именно в игре. Вот тут, допустим, у меня была похожая фигня, и я ее исправил с помощью просто вот изменения тут вот некоторых настроек, галочки убрал. И все. И тут же все нормально стало. То есть это тот случай, когда вот именно вот старые игры уже на именно вот на новой технике, ну, и будут проблемы какие-нибудь по типу совместимости и так далее. Поэтому могут просто тупо иногда либо проседать FPS, либо какие-то фризы, микрофризы. То есть вроде бы иногда и пофиг, но со временем это реально бесит. Осознаешь, что так невозможно играть с удовольствием в игру. И вот такое у меня было на черепахе. И вот я все думаю, это интересно из-за большого онлайна или тоже стоит покопаться в настройках? Просто черепаха уже довольно так, ну, основательно перелопачена игра. Там много кастомного контента. Блин, неплохой способ, конечно, гриндить левел на этих червячках. Так, что у нас по мане? Маг почти фуловый. Друид наполовине, да? Так, ну что, он пить будет или нет? Давайте просто так ребафну и все, погнали.
Там у черепахи еще, кстати, есть встроенный внутриигровой магазин. Так. Это я залутал себе или... Или... Что-то... Да, я вроде бы нидл себе. Видимо, я в прошлый раз проиграл ролл. Вот она. Ботинок. Ну ладно, просто силы добавим себе. Пофиг. Так вот, насчет внутриигрового магазина не советую. Просто тупо тратить деньги, там ничего такого сверх крутого. Несколько образов, да и все. Ну и плюс маунты, которые, допустим, есть вот на актуальных варкрафтах. Музыка, да, с третьих тоже хорошая. Но я уже говорил, то, что я пытался вот скачать просто почти все музыкальные темы героев Меча и Магии 3, но не получилось. Почему-то вот YouTube Downloader, там сайт специальный, что-то он не хотел вот. Одну из моих любимых тем — это тему Некрополиса скачивать. Я это сейчас отдельно себе вкладки напишу. Чтобы потом что скачать все, может быть, как-то найти, не знаю, другой видос на ютубе. Или еще что-нибудь. Какой-нибудь вариант. Сделаю еще один плейлист с треками из игр. Посмотрим, что я сейчас могу нарыть. Просто, допустим, далеко не все саундтреки в играх подходящие. Некоторые могут быть совсем, допустим, такие, ну, слишком мрачноватые или не мелодичные, что ли. Так, патруль. Понятно. Может быть, стоит глянуть еще какие-нибудь другие РТС-ки, я подумаю. А то в основном я смотрел, что получается, Age of Empires смотрел и Stronghold. В Stronghold так вообще практически все темы, они офигенные. Я вот почти все, наверное, темы скачал. Все саундтреки, которые есть во всех Stronghold'ах. Наверное, еще Stronghold Legends стоит посмотреть. Может быть, там есть какие-то уникальные темы. Или Stronghold Warlords. А вот Age of Empires 2, там, по-моему, такая не очень уже устаревшая довольно музыка. Такая странноватая. Я как-то пытался послушать, ну, такое себе. Вот из первой Age of Empires, кстати, вообще уже не помню, что там было. Да, вот с третьей части, правда, офигенная музыка. Мне нравится, красивая.
Так, ну что? Они пьют ману. Гляну, может быть, саундтреки из какой-нибудь Empire Earth. Первую или вторую часть. Посмотрим. В третью я вообще, по-моему... Я вроде бы пробовал ее, но она мне, по-моему, сразу же не понравилась. Дело было давно, поэтому причину толком я не помню. Так, те же ботинки выпали. Ну ладно. Сюда плюс левел. Так, что тут можно такое улучшить? Ладно, пофиг, давайте еще один пункт. Просто в реконинг. 5 из 5. Так, хил тоже уходит. Ну ладно, если хил уходит, тогда я тоже полностью ливаю, регаю следующую. А, да. Блин. Так, ну тогда мне надо ускориться. О, 24 выносливости, это, наверное, лучше. Так. Тренер не в той стороне. Ладно, давайте сначала. А, отлично, кто-то отменил. Блин, вот эти вот все цветы, некоторые довольно неплохо заходят, кстати, на аукционе. Я вот думаю, наверное, оставлю их. Продам тут только сейчас серую всякую хрень. Так, что у нас тут еще? На данный момент у меня 49-й. 49-й левел. Еще немного и... И смогу уже идти в БК контент. Надо еще тут постепенно развивать наложение чар. Хотя вряд ли, наверное, получится. Идти вровень. Прокачка как-то уж очень быстро идет. Не ожидал, что прям так часто будут прокать данжи за танка. Так, ладно, надо быстренько тогда в банк бегать. Закину все эти растения. И ткань. Что у нас по ткани, кстати? Руническая нужна, ладно. Так, кстати. Сколько народу сейчас на Вармейне? 6700. Нормально. Я вот еще думаю, может быть, как-то стоит посмотреть, что происходит на Даск-Хевене. Я его как-то скачивал. Просто заходил, смотрел, и там, ну, чисто человек 10 играло всего лишь. Причем это именно считает и Альянс, и Орду. Потом сервер закрыли на переработку, и теперь будет какой-то Dusthaven 2.0. Судя по всяким фишкам, которые там планируют вводить, то там вообще проект
больших масштабов, скажем так. По-моему, там собираются делать функцию постройки домов то ли своих личных, то ли гильдейских, вот что-то вот вроде того. Так, учитывая, что 49-й, можно купить на 45-й уже. Так, ладно, ману можно не покупать. Да на самом деле, было бы круто, если бы Blizzard сделали бы вот э, для каждого аддона вот такие вот сервера. Для каждого аддона. Какие-то сезоны, а какие-то вот, которые, допустим, начинаются с первого патча, и потом просто на последнем патче ты играешь. На последнем контент-патче каждого аддона отдельно. Вот это, по-моему, было бы очень прикольно. А пиратки, кстати, да, я смотрел. Я вот хотел БФА, допустим, глянуть. И я вот не нашел. Там максимум находил, по-моему, всякие разные легионовские, которые где-то от 250 до 1000 или пару тысяч. На том же циркуле, по-моему, легион был. По-моему, он уже успел сдохнуть. Сейчас я даже быстренько гляну, что там вообще на циркуле. Так, общий онлайн. Ух ты. Общий онлайн на циркуле в данный момент 7800. Как-то странно такую цифру видеть. Чаще всего я всегда видел где-то в районе десятки. Самый популярный X1335. X434, кстати, вот X100. 82 человека. Он вроде бы тоже не так уж и давно стартанул. Я, может быть, даже его пробовал. Но да, вот когда играешь на циркуле, всегда есть такое сомнение, то что... То, что рано или поздно мир умрет, потому что там вводится какой-нибудь донат. Блин, не то. А в Катаклизм, кстати, я бы поиграл, да. Мне нравится вот вступительная цепочка, допустим, за воргенов. Да и вообще их локация мне очень нравится. Локация, стилистика. Да и новые локации у них. Ну хотя как. Хиджал неплохой. В целом. Его и переделали, хоть переделали, да? То, что в классике там был труп этого вот, Архимонда, скелет. А в Катаклизме, ну, прикольно, прикольно, там тоже добавили, на самом деле. Цепочки квеста, там, где ты просто помогаешь всем этим диким богам и так далее. Но все же моя любимая, самая любимая локация, это, наверное, получается... Ульдум, по-моему, называется. Та, которая пустыня с оазисами. Прям вообще офигенная. Мне очень понравилось. Я хоть и не особый прям любитель пустынных локаций, но почему-то вот в Варкрафте они делаются очень хорошо. Хотя не все, ладно. Вот Танарис и Ульдум прям вот хорошие. Мне очень понравились. Но в Ульдум еще, ладно, там еще это... Стилистика под египтян сделана. А вот в Пандаре я, кстати, очень мало играл.
Все, что я помню от Пандарии, я на какой-то пиратке или где попробовал чисто вот именно квестовую цепочку на этих вот, на пандаринов. Там, где они там стартуют. На большой черепахе, наверное. Естественно, я сделал вот пандарена монаха. Кого же еще? И, соответственно, я помню то, что... Так, что это у нас? Ладно, грид. И я помню то, что монах, именно класс пандареновский, ну, то есть пандарии, совсем другой, который сейчас вот. То есть куча способностей, которые переделаны или просто не существуют. Ну и просто помню то, что именно вот ветки талантов, которые долгое время существовали, там где просто выбор из трех, это именно появилось в Пандарии. Поэтому тут, конечно, вот не знаю на самом деле, но в какой-то степени, может быть, когда первый раз это видишь, это для тебя что-то прикольное, что-то новое, уникальное. А потом... Ну, не знаю. Мало уникальных, наверное, билдов получается, действительно, вот как говорят люди. Потому что ты, по сути, из трех выбираешь всегда самое оптимальное. И, как правило, это всегда одно и то же получается. Все, что у других игроков есть. В самих локациях Пандарии я уже, наверное, был, играя в другое дополнение. Это, наверное, вот я проходил именно квесты. Либо путешествие во времени это было через Хроме. Ну, либо просто так я фармил ресурсы. То есть я как-то начал смотреть гайды. Гайды... Блин, как же его звали-то? В общем, парнишка показывает гайды, как фармить голду именно на ритейле. Пингвин, или как там его ник называется, не знаю, или что-то вот вроде того. И в целом, ну, он говорит чисто вот как зарабатывать голду на фарме либо каких-нибудь редких предметов, либо просто собирая что-то вот из старых ресурсов. И вот я просто сделал несколько персонажей разных, и с каждым из них я фармил всякие вот травы, металлы и так далее, и кожу с разных дополнений и аддонов. И поэтому я, допустим, по этой причине я смог исследовать Пандарию так нехило. Так, ну что ставим? Давайте еще раз. Так, Avengers Shield. Хорошо. Это у нас хорошо. Пока что мы его кинем. Давайте на троечку, наверное. Пандария, кстати, довольно красивое место. Практически все локации по-своему хороши. Плюс мне понравилась фракция Shadowpan. Они вот именно ассоциируются с той гигантской стеной, соответственно, с Великой Китайской стеной. И плюс еще отчасти напоминают Ночной Дозор из Игры Престолов. Что они как стражники от всего этого нашествия. Тараканьего.
И вот всегда, когда я играл, вот когда только, допустим, перешел на ритейл играть, вот на официальные сервера, я прокачивал персонажа репутацию именно с ними, просто потому что у них был трансмог офигенный. Ты мог сделать внешний вид вот именно под шляпу Шадопан, вот эту вот такую деревянную, круглую, как у лидера этой фракции. И это мне очень нравилось. Она выглядела просто офигенно. И я в итоге себе сделал такой плюс-минус выглядящий по стилю, как у какого-нибудь самурая внешний вид на своего Фрост ДК. Естественно, сделал там, допустим, двуручный меч под катану. И плюс-минус шмотки, которые, ну, не напоминают латы. А так, больше какой-нибудь ткани, я не знаю, кожи и так далее. И в разделе коллекции еще добавил, когда там всякие разные игрушечки добавляются и так далее, там же вот отдельная коллекция была под игрушечки, допустим. У меня был флаг Альянса, и вот когда ты его используешь, он прикрепляется как раз-таки сзади на спину. Насколько вот мне известно, вот у японцев такая вот была, я не знаю, это традиция или что это. Они прикрепляли именно свои знамена, вот, наверное, к тому лорду, которому они присягнули на верность, те самураи. И вот эти знамена как раз-таки тоже были именно на спинах. И вот выглядело именно как раз-таки вот тоже еще больше вот схожесть с этими вот самураями. Поэтому тоже флаг я еще использовал. Вот в целом выглядело очень даже солидно. Так, что это у него стоит? Шлем. Хорошо, им всем каску кидаю. Единственный, правда, не особо позитивный момент, это то, что квесты, ну, как-то очень лень было квесты сделать за эту фракцию. За фракцию Shadowpan. Поэтому я делал несколько персонажей. И так как прогресс, он был общий для всего аккаунта, я просто фармил за нескольких персонажей. Так, переагрим. Я фармил специальные баджики. Там, или что там это называется, я не знаю. Нужно поджидать, сколько там всего, 5 или 4 места для спауна, и плюс еще один для рарников, именно зандаларских рарников, гуманоидов, троллей, короче, просто тролли. И вот с них вот есть вероятность выпустить мешочек зеленый, или еще там какой-то мешочек, и плюс вот эти вот всякие эмблемки. Ты просто их используешь, чтобы повысить репутацию на 1000 или сколько там единиц. С какой-то определенной фракции Пандарии. То есть там не только Шадопан были, допустим, а еще абсолютно любая фракция, с которыми можно было прокачивать репутацию. Поэтому получалось, что нужно было, вот, допустим, держать персонажей в каждом углу каждой локации и плюс еще находиться на корабле, который находится на самом севере Пандарии. Там еще отдельный остров. Я не помню, как он называется, но во времена Пандарии он был актуален довольно, потому что там призывалась Ундаста, динозавр большой. И вот он был типа этот вот World Boss. Так, ну это мне не надо. По самому острову, кстати, довольно удобно было фармить кожу. Именно Пандарии. Она даже на актуале продавалась за вполне такую хорошую цену.
что кожа и даже кости динозавров, которые там тоже очень легко фармились. Они были нужны игрокам, которые хотели обменять большое количество костей на Раптора, на Маунта Раптора, вот только не помню на которого, на Скелетовского или какой-то другой. Там просто в пещере находился еще продавец Рапторов. Так, что у нас тут? Ладно, давайте сначала тут одну, потом другую. Ну там, по-моему, да, на этом острове. Там с этих... С динозавров можно выбить яйца. И они со временем, по-моему, вылупляются. Я помню, там, по-моему, можно выбить небоевых питомцев. А вот насчет маунтов не помню. Ну, по-моему, какие-то... А, ну, с этих самих рарников, зандаларов, рарников в Пандарии с разной вероятностью могут выпасть эти трицератопсы. Они просто разного цвета, вот и вся разница. Там они и серого цвета, и зеленого, и еще какого-то. И я, по-моему, либо почти всех, либо всех успел зафармить. Некоторые, естественно, падали по несколько раз. Приходилось просто продавать вендору, потому что они все-таки сразу же привязываются к персонажу. Их нельзя закинуть, допустим, на аукцион. К сожалению. Так, тут я немножко забыл поменять кое-что. Маунт ревностного защитника. Блин, знал бы я, что это. Возможно, что-то еще падало. Ну, я имею в виду насчет маунтов. Что-то падало, связанное с этой, с самой Ундастой, я не знаю. Я знаю, что даже вот на актуале именно, когда я там играл, Shadowlands, получается, больше всех, может быть. Может быть, и БФА тоже начал фармить уже ресурсы. Игроки фармили все еще этих боссов, старых World боссов. И Ундасту фармили, и Ша Злости, или кто там был. Их тоже, по-моему, фармили на всех этих воздушных драконов. Я же себе змея этого воздушного купил просто за репутацию, которую просто попутно зафармил. Пока фармил репутацию с Шодопан, и все. И купил себе воздушного змея, который там просто стоит сколько? 2000 золотых или сколько? А, ревностный защитник, точно, да-да-да, сейчас. Ревностный защитник у меня уже взят, вот он. Это был другой тир. Это что-то другое. Тут снижает получаемый магический урон. Я просто сильно не вчитывался. И рефреш восстанавливает, я так понимаю, ну, продлевает длительность Divine Play. А Divine Play это что у нас по-английски? Divine Play.
Attunement. Ладно. Потом. Потом разберусь, сейчас нет времени. Может быть, это еще какой-то просто отдельный талант. Не очень привычно, блин, играть на англоязычный, хоть, как правило, у меня проблем никаких особо нет, но... Все-таки всегда в ОТЛК я играл именно русскую версию. Да и на официалке я тоже играл. С русской версией. Даже когда ради интереса попробовал поиграть на американских мирах, все равно играл с русской локализацией, потому что это было возможно. Почему-то в отличие от других европейских миров. Я, допустим, попробовал европейский именно английский сегмент. Там разные есть, там французский, итальянский и так далее. Попробовал английский, но там почему-то нельзя перевести на русский. А вот на американском можно. Но там, разумеется, пинг 150 в среднем. Талант хилит, мана восстанавливается. Это, кстати, в той же ветке, что и ревностный защитник, но слева. Вот он. Пассивная способность, которая дает ману, когда тебя хилят. Так, это у нас что? Угу. Так, ну, регаем дальше. Я все время там еще забываю, наверное, эти вот открывать мешочки. Так, давайте, наверное, так. О, хорошо, хорошо. Ну, мне бы просто вспомнить, что такое Divine Player. А, стоп. Так, сейчас мы один талант вкинем вот сюда. Divine Player. Это, наверное, талант, который... способность, которая появится потом. Это, возможно, это молитва, которая восстанавливает ману. Она появляется на 75-м левеле. Это вот именно лечевская способность. Либо щит, который появляется на 80-м левеле. Вот у меня такие теории, по крайней мере, на данный момент. Либо это что-то еще. Все-таки слово Divine это больше для прот способностей. На мой взгляд. Ну, первая часть тут еще ладно. Тут, по сути, один босс. Ты вычищаешь вот эту вот местность. И потом вот этот вот коридорчик. Все. Больше ничего особенного. А вот когда дело доходит до следующей части, в которую обычно закидывают, чаще всего там, где это last boss находится, да, то там, ну, такое себе, потому что это пиратка, блин, и тут далеко не всегда дверь сама открывается. Оказывается, она должна сама открываться. В
тот зал, где требуется ключ по квесту. И то, что я вот весь день фармил тот данж, мне попадался 4 или 5 раз подряд. Та часть подземелья. И ни разу не открывалась дверь сама. Коза, вообще, что это был за бред такой? Потом появляется игрок, говорит, да она сама открывается. Починили уже. Блин, ну как это починили? Только что тут играл с хилом, который нам открывал ворота со своим ключом. Ну да, вот я сейчас боюсь, то, что, к сожалению, да, ближе к 55-му будут закидывать к Таурисану в гости. Один раз закидывала в другую часть, там где вот этот вот Горн находится. Ой, то есть наковальня. Там огненный элементаль стоит. И вот там я совсем запутался, конечно, в какую сторону, во-первых. И какой босс там является ласт боссом. Так, у хила там 1000 маны. Ну, надеюсь, хватит. Так, ну хорош, у нас же тут точно, у нас еще тут Фростмаг. Красиво. Просто заливаем все. Так, маны хватит? Ну ладно. Так, плащик. Ну ладно. Буду нидать. Так, что у нас по левелам, кстати? 54-й друид, 55-й, 56-й, 55-й. А, я самый низкий, получается. Ну да, в таком случае могут и меня тоже закинуть. Так, ну... Если вы готовы, можем отправиться туда. А, ну... Это еще ладно. Кстати, что у нас тут по плечам? А, у него вообще... Я думал, ему плечи передать хилу. Ну ладно. Так, плащик берем. Что у нас тут? Те же сапоги. Хорошо. Ну вот забытый город, кстати, я вот во времена классики очень редко проходил. Но здесь вот эту вот именно единственную часть я уже просто запомнил, как ее надо проходить, к счастью. Сейчас тут еще куча травы залутаем. Так, ну главное, что не в БРД, кстати, закинул. Это меня радует. Так. Давайте, наверное, эту пачку на всякий случай. Заберем. Ух ты. Даже красный для меня.
Ну, в целом, да. В целом, соглашусь. Так, если даже посмотреть, классических инстов, прям вот хороших, мне мало какие нравятся. И мне кажется, наверное, в основном это все-таки первая половина инстов. Стартовые. Допустим, мое самое любимое, наверное, будет Мертвые копи, мне кажется. Может быть, потому что у него хорошая составляющая лора. Отлично проработан. И лут вполне хороший. Для всех причем. Из хай-левелов... Блин, ну не знаю, вот... Школу Манс... Я как-то один раз его, вот, full run мы проходили там по квестам именно. Блин, ну это заняло, по-моему, часа 2. Full run, полный забег. Просто все боссы, чтобы сделать, вот, все квесты, которые у нас там были, чтобы я потом получил эту триньку, которая призывает слуг этого Барова. Спаунит 3 NPC к тебе на помощь. По-моему, 3 или 4, не помню. Офигенная тринька, я ее часто использовал за своего паладина, когда приходилось, допустим, драться с кастерами. Так, давайте тут деф прожмем. Ну вот я не помню, была ли у нас она там достаточно заряжена или нет. Возможно и нет, получается. Ну я-то точно не был заряженный. Я был, тем более, ретри-паладин. А классический ретри-паладин, сам знаешь, что это такое. Что он из себя представляет. Помню то, что я там неплохо отделался вроде бы. Выбил парочка шмоток этого сета. Как он там назывался? Постоянно забываю. Тир 0, тир 0.5. Так, я там выбил шею, да? А, шею и штаны. Ну да, в целом вот... Ну, хотя я еще и толком его не помню. Я помню то, что там ключ нужен для входа. Я, наверное, вот full run проходил один раз всего лишь. А так... Наверное, после этого у меня и сложилось такое впечатление, что это пипец какой долгий данж. Стратхольм, да. Стратхольм. Он хоть и тоже по атмосфере довольно, ну, тоже такой унылый. Но как-то его приятнее проходить. Правда, мне больше нравится именно если классический брать, то именно та часть, где Last Boss Бальназар. То есть это живая часть. Так ее обозвали. Есть Undead часть, а есть живая. В той части просто, я помню, мы бывали фармили эти шарики. Righteous Orb для крестоносца этого. Чарки. Так, что там на друида напали, не понял. Undead Part я как-то проходил чисто в этом... Во время леча. И, наверное, во время актуала, чтобы выбить... Попытаться выбить... Во-первых, естественно, коня. Мало ли выпадет с Ривендера. Во-вторых... с Ривендера падает
две одноручки, ну, точнее, одноручный меч. Он еще по дефолту светится синим цветом, не, фиолетовым цветом. Вот его я именно брал, чисто под своего Frost ДК, потому что когда ты держишь за спиной эти мечи, то они именно, ну, они не держатся за спиной, блин, я уже заранее это сказал, да. То есть вне боевом, скажем так, виде. В ножнах. Как правило, одноручки держатся вот так вот возле пояса, как вот у моего сейчас паладина, да, вот слева. Большинство одноручных мечей. А вот тот фиолетовый, он как раз таки один из тех. Тех самых мечей, которые стоят за спиной. И вот поэтому я себе, допустим, делал такую чарку. А так, Стратхольм, да, он в целом хороший, да. Он даже мне куда больше нравится, чем тот же, чем школа. И тем более мне еще Страт нравится именно путешествие во времени, тоже офигенная часть. Куда больше, чем, кстати, чем классический Стратхольм. Просто потому, что там ты еще с Артасом бегаешь. Хоть какой-то сюжет придается. Тем более ты еще начинаешь не в самом Стратхольме, а в таверну поднимаешься. Пробегаешься по старому Лордерону, которого еще ничто не затронуло. Встречаешься там потом с армией Альянса. Да, в целом, кстати, Страт даже и классический тоже, он все-таки с лором связан сильно. Напоминаю, тоже Warcraft 3. Одни из последних миссий. Также, если я правильно помню, по-моему, по лору, последний из Эшбрингеров, Испепелителей, погиб в Стратхольме вроде бы. Так, забыл постоянно использовать эту способность. Все-таки тут демоны одни. Так, ну что, все готовы вроде бы, все фуловые. А, секунду. Перебафаться-то надо мне. Я вот всегда, кстати, вот задумался о том, было бы круто, если бы Близзарды решились бы восстановить именно локации, которые сейчас вот именуются чумными землями. Потом этот вот Тересфальский лес. Все вот это, что было разорено плетью. Бля, какая модная. Красота. Как раз для друида. Пустота. Там вот, кстати, потихоньку уже начинают восстанавливать эти земли вот в актуале. Андарал наполовину отбили. Земли вокруг часовни Последней Надежды уже перестроены, так знатно перестроены. Там уже все восстанавливается. Я же еще помню, как я за Frost ДК выполнял цепочку сюжетную в Легионе. Потому что я на ритейле именно вот, в Легионе на ритейл перешел в середине Легиона.
помню, как надо было собрать этих 4 всадников. И вот один из них должен был быть по сюжету Тирион Фордрин, который похоронен как раз-таки в часовне Последней Надежды там. И вот тогда я увидел, как там все разрабы переделали. Прикольно, молодцы. Жаль, что они потом на несколько дополнений забывают все вот это вот. Поэтому чумные земли все так же еще чумные, к сожалению. Но очень офигенно было бы, если бы все-таки восстановили Гилнес. Вот этот прям вообще класс. Вот их архитектура, это просто офигенно, мне нравится. Не знаю, как она вот с исторической точки зрения, какой аналог это взят. Типа викторианская эпоха или что это? Но она прям очень завораживает, классно. Вот такую вот полноценную столицу в таком стиле увидеть, это было бы просто клево. Поэтому очень жаль, что она до сих пор не восстановлена. Локация. Так, ну хорошо, хорошо. Увеличивать силу атаки на 36, пока дерешься против элементалей. Первый раз такое в жизни вижу. Странно. Так, а по урону она что? Она, кстати, лучше. Ну хотя не, у меня зато может блокировать урон. Моя одноручка, поэтому я буду гридить. А вот плащик занидую. Так, ну ладно, go next тогда. Тут мы все обучились. Таланты. Да, я хоть и не разобрался, но мне кажется, что вот эти 2 таланта, они все равно must have. Прям, ну вот обязательно. Блин. Блин. Ой, ну их надо фармить. Ой, я только вчера персонажа своего единственного апнул до 80-го. Там нужно эти эмблемы фармить. Как-то лень. Я знаю то, что с ними прокачка идет быстрее. Но в целом статы там плюс-минус, по-моему, одни и те же. Так. Ладно, курицу продадим, у меня все равно тут есть яблочный пирог. Такс. Тут, по-моему, фигня. Блин, какая же эпическая музыка в Готике. Хорошая игра. Хоть и баганая была, она... Я в нее играл еще тогда, когда она была не оптимизирована. Ну, блин, офигенная игра. Просто за атмосферу. Очень понравилось. Так, ну что, ребаф.
Ладно, ну, надеюсь, то, что никакого бага не будет, и ворота сами по себе откроются. Как это должно быть, якобы. Гномиш, алармобот. Давайте вот это тут загридим. Я все равно буду там практически каждому твинку буду собирать инженерное дело. Поэтому всякие приблуды, почему бы нет? Возьму себе, да и все. Давайте Fire Resist поставим. Да, там, кстати, довольно удобно. Я так делал. В западных темных землях вот эта вот удобная квестовая цепочка с этими... как их там, блин? Колодцы эти, которые надо... Так, а плащик тут я не выиграл. Ведь так? Да. Все верно, поэтому я его не даю. Окей, я его не выиграл. Хорошо, ладно. С этими чумными, блин. По-английски cauldron написано было. Котлы, короче. О, вспомнил, котлы. Там в каждом регионе по котлу. И вот нужно делать квесты, чтобы их нейтрализовать. Хорошая квестовая цепочка. И попутно там ты еще замечаешь, что там и сям, ладно. Там и сям находишь различные дополнительные там квесты. Один из них отправит тебя в Штормград, к старушке, которая ходит по городу. Это старая Эмма. Потом еще, вообще в самом начале, там еще это кладбище, где Утр похоронен. Там это семейство этих редпотов. Там надо будет найти потом Памелу, которая в восточных чумных землях. И пошло-поехало, да, там квестов, конечно, хватает. Ну, посмотрим. Если сейчас вот тут вот будет баг, то тогда я 100% туда сейчас отправлюсь. Если все нормально, ну тогда, наверное, не вижу смысла. А хотя, для разнообразия, может быть, все-таки стоит. Потому что если спамить постоянно, особенно вот эту последнюю часть БРД, ну это тоже скукотища. Мне вот не нравится проходить ту часть, где вот эти сами постоянно спавнятся, резервисты эти. Где нужно факелы доставать. Вот эта часть меня очень бесит. Даже с группой, которая понимает, что нужно делать, бывает такое, то что они просто не успевают за тобой. Так, где там следующий должен появиться? Ах ты, уже. Надо поспешить тогда. Так, они, получается, андеды. Хорошо, можно использовать тогда все способности. На классике, ну... Ну, в целом, да, если брать всю целую картину, но все равно там люди находят способы, как это все обходить. Это я вот имею в виду про то, как, ну да, там все равно тебе так или иначе нужно брать во внимание то, что тебе понадобится ключ. А так, так называемый лаваран.
происходит. Мы же там прыгаем по лаве. Чтобы добраться прям там, где находится вход в Molten Core. Ну вот. Вот и ворота закрыты. Найс. Найс они, конечно, сделали. Блин. Ну, получается, да. На этом моменте, наверное, будем распускать тогда группу. Я так-то просто в целом говорю, то, что вот именно вот уже то, что здесь вот идет по этой комнате, не всегда все хорошо и гладко. Не по сценарию. А так, кстати, есть еще разница. Есть еще разница там, где вот эти вот, там, где перед ласт боссом огнеметы находятся, и там босс. Они тоже иначе работают, в отличие от классики. Вот здесь вот. Так, кикаем тогда 2 человек. И этого кикнем. Пофиг. Все. Теперь можно выходить, никакого дебафа не будет, только кроме вот этого кулдауна, который остается чуть-чуть. Из-за того, что мы слишком быстро типа прошли. Так, ладно, тогда мусор я сейчас продам. Можно попробовать сходить в темные земли. Так, кстати, штаны, которые он мне дал. Мне кажется, да, вот эти все-таки будет получше. Такс, такс, такс. Ну что ж, тогда все это мы закинем в банк. К тренеру в банк. И можно отправляться. Сейчас вот распылю все, что могу. Все, что позволяет навык. Так, видимо, это все. Тут еще вроде что-то было. А тут тоже все. Ладно. Так, точно, еще первая помощь можно прокачать. Так, я сейчас 54-й. Западный, по-моему, как раз 51-го где-то. Отлично, все, первая помощь есть. Какие там бинты были? Плотные. Все. Остальное все просто закинул в банк.
Придется, правда, пешочком бежать. То, что полеток у меня мало где установлено. Максимум, наверное, до Стальгорна. Опять, наверное, баг с почтой. У меня там ничего нету. Да. Divine Player. Блин, что же это такое было? Сейчас даже загуглю лучше. Да. Все-таки я был прав. Я был прав, да. Divine Play — это способность, которую ты получаешь на 75-м левеле. Она восстанавливает 75% твоей маны, но сокращает мощность твоих целительных заклинаний. Угу. Так, я в банке не состою. То есть гильдия. Ладно. Тогда летим в Стальгорн. Там всегда банкиры живы. Конские имеешь в виду завышенные? Если завышенные, то ты мне просто тут же напомнил о другой ситуации. Я тут вот на днях же познакомился с одним игроком, с которым я тут играл. Мы с ним обменялись дискордами. Он... Не помню откуда, но это не важно. Он англоязычный игрок, в общем. Он из Испании, по-моему. И вот он тоже недавно прокачал себе друида. Просто его быстро забустили. И просто с такой же, вот, прям точно такой же фигней столкнулся. Я вот даже сейчас... Я тут в Дискорде сейчас у меня открыто. Он мне тут 2 скрина скинул. То, что тут требовательное очень герскоро. Он как раз сейчас вот именно в том же месте, где у него 5 с чем-то, по-моему, ГС. Он быстро его набил. 5,2 у него вроде бы. Или 5,4, может быть, уже успел набить. И говорят то, что требования такие, либо нужны прям опытные игроки, у которых уже есть какой-то шмот. Это что-то он об этом, по-моему, говорил. Сейчас я тут перечитаю. Ну да, типа вот требования такие. Вот то, что у тебя должен быть уже практически бисовый гир, чтобы попасть вот в этой вот в героический цитадель ледяной короны, да? Либо, естественно, ты должен найти какую-нибудь другую гильдию, чтобы тебя просто вот забустили. Но, к сожалению, как всегда, всякие казуальщики, те так называемые пуги, я не знаю, бурги, мы их называем, наверное, да? Они особо тебе не позволят. Потому что они тупо не затащат или, не знаю, стырят гир и так далее. Поэтому вот вариант еще остается разве что иметь очень много денег, с помощью которых ты сможешь одеться. Он как-то сильно вот этим сейчас занялся. Хочет перейти планку 5,6 КГС. Не знаю, я ему написал то, что как бы, ну, учитывая то, что эта ситуация на Вармейне такая, я не вижу смысла
пытаться сильно вот именно задротить вот эту всю тему. Потому что Warmine тут уже давным-давно весь последний контент, патч. Прощение, отрыжка. То есть уже давно все фармят лича, наверное, и обсидиановое хранилище. Все уже давным-давно есть. То есть какой смысл? Это пиратка, во-первых. Во-вторых, уже давно прогресс прошел. То есть дофигища игроков ты просто везде встречаешь, допустим, ретри-паладинов, которые в героических шмотках и плюс с шедоуморном за плечами бегают и ганкают. Фуловые, там, я не знаю, баланс-друиды, которые тоже ганкают, не дают тебе квесты сделать в Нардсколе. Какие-нибудь фуривары, у которых за плечами какие там самые лучшие оружия. Ну, этот Глоренцель, короче, меч, по-моему, да? Героический. Он, по-моему, второй по силе после Шедоуморна для миликов. Вот у него там, допустим, два таких вот меча. Один обычный, может быть, один героический, или что-то типа того. И так вот по всему серверу бегают и ганкают. То есть их дофигища вот таких вот уже игроков одетых. Я не вижу смысла, зачем так задротить. Именно поэтому я сюда перешел, чтобы просто вот апнуть твинков. Все, не более. Так, этот саундтрек немного грустноватый. Из Нарутки вроде бы. Перемотаем. Вот так вот. Ну, я как-то, знаешь, на X1, кстати, я даже не рассматриваю, на самом деле. Мне, честно, лень прокачиваться постоянно. Вот когда... Я просто люблю скакать с сервера на сервер. И да, я люблю прокачиваться, но не настолько, чтобы постоянно переходить на те сервера, на которых есть везде X1. Потому что в последнее время я играю только на классических серверах, а там всегда X1. А тут, тем более, Лордерон, он, ну, тут у него онлайн просто в 2-3 раза меньше, чем на Эскрауне. Но это, я так понимаю, сезонное. Сбрасывается контент. Вот то, что я еще говорил, да, до этого. Было бы круто, если бы были бы сервера по каждому дополнению, то есть какие-то стабильные, которые просто вот пройдут свой прогресс и застопорятся вот на последнем контентном патче. Допустим, вот для Лича это получается обсидиановое святилище, да. По-моему, это последнее, если не ошибаюсь. И было бы пару миров, которые просто перезагружаются постоянно, и все. Окей, да. Я тоже, кстати, отойду на пару минут как раз. И вернусь. Блин, не туда, не туда, не туда. Сейчас скину шмоточки, отойду. Так, эту сумку я продам, наверное, тогда уже. Да. Так, ладно, я отойду. Чисто на пару минут.
Так, ну все. И тут. Пора в путь. Так, если не ошибаюсь, он дает призыв в западные темные земли, да? Да, все верно. Так, сумки я освободил. Это я продам просто. Ладно, давайте сейчас продадим. Так, зеленый надо перекинуть. Так вот будет поприятнее все выглядеть. Так, а по талантам снижает весь входящий урон. А, так вот почему, да, я все думал, почему мой Avengers Shield не дает этот вот, не дает сала. Оказывается, что нужно продлевать дальше талант. Окей, хорошо. Так, ну хорошо, я буду просто дальше прокачивать эти вот таланты, а дальше насчет ретри. Не знаю, надо ли. Так, а если впрод? Так-то интеллект можно увеличить, конечно, еще. Какие таланты, кстати, стоит прокачивать потом? Вот, допустим, вот прокачаю я вот тут вот еще. Что лучше? Чисто для ПВЕ прокачки. Потом я все равно переделаю в ПВП. Я уже буду смотреть какие-нибудь гайды. Если я решусь поиздеваться и сделать какой-нибудь прод паладин билд для твинка. Не знаю. Холи мастер аур. Ну да. Увеличивает эффект всех аур на 100%. Ну, в ретро, если там будет какой-то остаток, ну, в парирование, наверное, закину. Я просто думал, то, что в ретре ауре стоит закинуть вплоть до печати повиновения. Вроде аура неплохая, печать неплохая. Все-таки она наносит не только одной, а целых двух целей бьет. Я так понимаю, наверное, все-таки для прокачки просто использовать печать мудрости, да и все, и не париться. Так, ну пока я добегу, конечно. Минут 5.
максимально пытаться сократить через, получается, внутренние земли побегу. Блин, вот изначально, конечно, планировал сделать двойную специализацию и замутить себе твинка ретри паладина и холи паладина. Потому что вроде бы в PvP холи паладин очень даже неплох. Особенно в поддержке какого-нибудь армсвара, ДК. Или того же игрока, который носит флаг. Но если прот паладин будет настолько эффективен, я даже не знаю, как тут разорваться на целых 3 спека. Потому что ретри паладин, ну, это, блин, это мой мейн спек. Надо будет посмотреть какие-нибудь PvP-видосики. Именно связанные с твинками. Прот-паладинами. Просто PvP-мувики, какие-нибудь гайды посмотрю. И тогда уже буду потихоньку одевать. Перестану, наконец, уже качать всех подряд. Буду одевать. А то на черепахе, блин, одел 4 персонажей. Как мог. Чисто для старта. И ни разу еще до сих пор не сходил на БГ. Так, что-то у меня на телефоне вдруг перестала картинка отображаться. Стрима. Вроде все нормально. Прот Варс ретри. Ну, протваров я видел, да. И от их урона я, конечно, просто офигел. Так, странно, что-то у меня тут... Качество, давайте поставим качество. Самое низкое поставлю. Что-то как-то у меня вдруг, не знаю. Я просто в качестве второго экрана использую телефон, и у меня пропала просто картинка, перестала грузиться. Ладно. Сейчас, секунду, подгружусь. Подключусь с помощью своего телефонного интернета. Пробуем так. Купить второй экран, что ли? Просто на фоне того, что я это все делаю через ноутбук. И рядом еще второй экран к ноутбуку подключить, мне кажется, будет выглядеть как-то глуповато. Все, с другой стороны, мне все равно никто не видит. Камеру я пока не планирую подключать. Слишком стесняюсь. Так, все, подключился. Поставлю точку полета на всякий случай.
А с Прот-Паладином в связке кто хорош тогда? Я вот не помню, мне кажется, я когда-то видел Прот-Паладина. Вот и я пытаюсь вспомнить, во что он был одет. Мне кажется, он особо даже не был одет именно вот в танка-шмот. Он был чисто вот в Spell Power одет, чтобы вот выдавать большие цифры. Вот, допустим, вот способностью Avengers Shield, например. Джага тоже. Получается. Ну, экзорцизм, разумеется. Просто на экзорцизм мне пока что сильно не полагаюсь. Потому что его кастовать надо. Но, насколько я помню, да, он был очень сильный. То, что он наносил совсем не тот урон, который от него ждали. Но выживаемость от этого тоже сильно пострадала. То есть, по сути, он защищался благодаря своим деф-обилкам и все. А броня его особо не спасала. То есть в этом плане я даже сомневаюсь, что он будет лучше, чем... Лучше, чем этот... Чем Фрост ДК без облитерейта. Без уничтожения. Я хоть и играл вот довольно немало, чтобы понять, как играть за Фрост ДК через воющий ветер. Но иногда оказалось то, что, ну, как будто чуть-чуть не хватает еще одной способности. Или мне просто так казалось, ну не знаю. Хотя, с другой стороны, когда я его уже одел, собрал в PvP шмот, full PvP шмот, я просто спокойно мог в первых рядах тут же влетать и драться. Пока меня не заберут. Ну ладно, это как-нибудь потом посмотрим. Так, точка полета тут тоже поставим. Помню, еще любил заниматься исследованием каждой локации. Тоже прикольное занятие. Особенно для фанатов лора. Ну и плюс награда. Если вот все-все-все исследуешь, получаешь гербовую накидку и звание исследователь, по-моему. Мелочь, но приятно. Вот такие вот награды за достижение мне нравятся. Когда хоть что-то дает такое символическое. А не только вот достижение. Так, проход где-то тут. Да, вроде это он.
Неплохое такое приключение. А там прям разрешено, да, торговля вот этой вот персонажами? Или там просто плюют на все это? Не банят? Тут я просто видел, они продают за внутриигровую валюту. Так, ну что, подходим потихоньку. Ну тут тоже, да, активно, очень активно этим всем занимаются. Это практически первое, что я увидел на Warmania. Просто спам, самый первый спам сообщений, когда первый персонаж у меня тут был создан по новой, вот, несколько недель назад уже. Это куча вот заспамленных сообщений, связанные, обменяю такого-то персонажа на такого-то, продам за столько-то, за столько-то. Имеется уже бисовые шмотки, маунты, Shadowmorn, ну, я не знаю, там что-нибудь такое, вот такого рода сообщения. Просто спамили. Я когда зашел на сервер первый раз, вот в тот день, блин, подумал, блин, куда я попал? Думаю, ну ладно. Для начала сойдет, поэтому я и решил, что на 80 уровне я особо тут париться не буду. Лучше на 79 по кайфу. Если получится, конечно. То мало ли там тоже куча задротов. Я, допустим, пробовал арену сделать. Так, мне тут разве не должны сделать? Дать. Давайте-ка. Триничку. Арена Зулдрака, да. По-моему, это было вчера или позавчера. За своего паладина, которого единственный персонаж у меня вот 80 левел сейчас. Вот с ним я буду чуть-чуть там фармить еще что-то дополнительное, если понадобится. И на арене Зулдрака я увидел Твинка Ханта. Так, он был, по-моему, ММ. Он ганкал просто людей, которые хотят поарениться, ну там, точнее, сделать квесты на арену. И ганкал даже их бустеров, которые, ну, не были там сильно заряженными, прям вот по последнему писку мода. То есть не был там фуловый шмот из, допустим, вот Цитадели. Там чисто, допустим, вот на ретрика 23-24к хп вот на таких вот нападал. Судя по всему, там хан такой опытный, заряженный. У него тем более маунт. Был флай маунт быстрый. И если мне правильно помнится, я просто не перепроверил, то тот маунт, он был со скоростью 310. Если я это правильно помню, то, по-моему, эти маунты даются за ачивку. Ну, так ты можешь обучиться или нет. Или за ПВП, что-то там, не? ПВП рейтинг. Какой-то на арене, по-моему, только, правда. И вот у него был именно вот этот вот змей этот, ледяной змей, или как он там называется, который андедовский. Дракон, короче. Мертвый. По-моему, этот дракон, он летает со скоростью 310, а не 280. Поэтому, да, есть такие ребятки, которые прям очень сильно заряжены. Ну вот да, я пытаюсь вспомнить, по-моему, даже может быть и правда, мастер полеток. Я просто помню, что вот есть, да, драконы некоторые, которые летают на 310, по-моему. И есть еще ракеты. Просто обычных грифонов я не видел бы, вот, допустим, этих бронированных грифонов, да. Я не видел бы, чтобы у них менялась скорость полета.
Поэтому, мне кажется, он все-таки где-то его достал, этот маунт. Так, мне, наверное, лучше собирать пачками, а то это так усну просто. Так, ну попробуем так, сможем? О, так уже веселее. Я просто не привык к АОЕ фарму. Я всегда думал, то, что это чисто для магов дело. Забываю то, что прот-паладины тоже как бы это могут делать вполне эффективно, особенно против андедов. Да-да-да. Гнев небес это прям вообще отличная просто способность, очень хорошая. Так. Хорошо. Так, надо 10 скелетов и 10 гулей. Потом, по-моему, по цепочке уже будут доступны квесты на эти... блин, на кастрюле, короче. Забыл опять. На котлы. О. Так, и 4 скелета, хорошо. Давай ты. Ты. Возможно, кстати, да. Там их куда больше. Учитывая, что здесь все-таки X7. Ну, просто я думал по квестам. Квесты тоже тут, ну, они прям могут большие куски дать. Так. Давайте-ка этого цепанем. Я просто, если честно, гринд... гринд мне совсем не нравится. Он мне очень быстро надоедает. Особенно, если я не особо вижу результата. Допустим, гриндить какие-то вещи там с каких-то NPC. В надежде выбить какую-то рарную шмотку там. В этом плане терпения у меня не хватает. Так, ну вот, все, погнали. Мифрил мифрила даже не могу забирать, точно. Я же горное дело даже так и не продолжил прокачивать. Точно. Совсем забыл. Ладно, пофиг. Профессии потом. Все равно буду менять. Горное дело я поменяю на инженерное. Вот. Вот оно. The Scourge Cauldrons. Так, а у этого что? Это надо в башне, по-моему, да?
Да, вот здесь вот в башню пойти, там что-то залутать в сундуке. Ну, чё, в смысле? Неужели я уже сдал их? По квесту, наверное, да. Ладно. Неважно. Так, нет, тут какие-то вот есть. 24. Вот они, видимо, да. Сколько надо? Это чисто ради интереса. 330. Да. Помню, по-моему, в классике людям надо было фармить. Для... Для Наксрамоса, по-моему, чтобы попасть в Наксрамос. Так, кстати, в этой локации я сомневался вот сюда идти, просто потому что тут бывает часто орда появляется. Именно high-level орда. У меня просто здесь вот проработанный маршрут есть. Вот он где-то вот такой вот. Здесь вот идет, потом вот так вот. Добывать металлы. Мифрил, торий, иногда золото. И также это истинное серебро нередко появляется. Поэтому здесь очень много игроков. High level. Нет, когда твинком именно Frost DK тут собирал эти вещи, они бывали часто на меня нападали. Не любят конкурентов, бедняги. К счастью, большая часть этих игроков, она была не особо-то одета, хоть они были 80-е левела. Ну или просто, судя по скиллу, они были, наверное, чистыми ПВЕшерами. Так. Кого там надо было? Калдрон Лорд, Мастер, по-моему. Потому что вот этот вот чувак, он, по-моему, выкидывает шмотку, которая вот по этому квесту. Кольцо или что-то вроде этого. Может быть, сразу взять этот квест тоже. Чисто для галочки. Блин. Целая армия андедов. Ладно. А, высунулись тут еще из дома. Понятно. Тут я думаю, что так много получаю? Блин, зря, наверное, эту тринку взял. Лишнее место только забивают эти эмблемы. Так. Окей, сначала нужно упаковку достать. А упаковка в конюшне находится.
Но неплохо, кстати, на самом деле, кусками дает все-таки. Я думаю, этих квестов вполне хватит. Я сильно много сторонних не буду делать, наверное, только вот это вот, может быть, сделаю. А, ну плюс еще можно будет там на животных взять у одного друида. Так, ну отдельно в Штурмград я не пойду сейчас. А вот он. Так, хорошо. Так, надо сначала этого заткнуть. Кастер какой-то огненную херь кастует, блин. Типа Fire Nova шаманской. По-моему, это она у меня так больно бьет. Так, ну вот. Готово. Блин, не проскочил, ладно. Я еще думаю, когда вот апну 58, может быть, даже не сразу пойду в данж. Сделаю сначала стартовый квест, там чисто парочка штук, чтобы себе выбить хотя бы вот меч и щит. Чтобы не быть уж слишком таким недоодетым, а то, мне кажется, немножечко... Возможно, я отстаю по шмоту. Может и нет. Так, Dispelling Evil. Вот куда нужны были эти камни. Я и не заметил. Это еще и паладиновский квест, оказывается. Ничего себе. Что-то как-то я про это забыл. Давайте сдадим его тогда. Прикольно, когда тут есть отсылки к третьему Варкрафту и вообще к лору в целом. Допустим, даже вот это вот место. Гробница Утора. Очень прикольно. Вот такое вот мне нравится, то, что тут есть. И по сути, большая часть как раз таки и находится во всех этих чумных землях, в Тересфале и так далее. Потому что именно тут ты проходил кампанию за Артаса. Она мне больше всех и запомнилась, как бы, по большому счету. А потом уже, когда в Нордсколе попадаешь в Драконий погост, то там тоже очень довольно много отсылок. И тоже к компании Артаса. Потому что именно там, оказывается, находится та самая пещера, где Артас нашел ледяную скорбь. В Драконьем погосте. Хотя изначально я думал, это где-то в этой вот, в ледяной короне находится. А, это этот квест, оказывается. Теперь я его вспомнил. Ну, в таком смысле, да, тогда я помню. Затонувший храм. Я его, наверное, делал на черепахе.
когда играл. Понятно. Так, ладно. Но вот я тоже поначалу не узнал, просто потому что я привык делать классовые квесты только в начале своего пути. То есть, ну, и те, которые, естественно, самые необходимые. То есть, допустим, я, естественно, всегда помню то, что у паладина в начале, на 12 левеле, появляется квест на рез, на воскрешение, да. Потом ты получаешь квест на чуйку, на нежить. Там ты получаешь еще в награду щит. Там ты еще потом получаешь на 20 левеле квестовую цепочку на молот. Вот это самые такие знаковые квесты. Ну и плюс на последнем левеле, на хай-левеле, на 60-м классике у тебя дается квест на эпический маунт. Кстати, который я так и никогда в жизни не сделал до конца. Потому что мне не хватило денег. Я первую половину сделал, а на второй, там где надо собирать еще голду и редкие материалы, я так его не смог сделать. Мне просто стало лень. А вот этот вот конкретно квест, да? Я его первый раз в своей жизни как раз-таки, кстати, сделал на черепахе. Потому что там, пока ты все делаешь, пока все квесты вот выполняешь, периодически бывает такое ощущение, что все-таки не хватает места, где прокачиваться. Вот решил попробовать сделать его, и потом заметил, что вот тебя отправляют в затонувший храм. Почему бы нет? Блин, не то нажал. Надо переместить. Так вот, на пятерочке будет удобнее. Там такие, кстати, неплохие награды. Меч, наверное, уже. Но черепахи, по-моему, он уже был к тому времени слишком плохой для меня. Я там вроде бы колечко, наверное, взял или что-то типа того. А тогда я тоже не особо запоминаю. У друида, кстати, тоже помню все вот эти вот первые квесты, типа на форму медведя, на получение заклинания исцеления яда, на водную форму. Первый раз в жизни, когда я делал квест на эту, на водную форму, на превращение в тюленя. Блин, это так давно было. Я не знаю, сколько мне тогда было лет. Но, в общем, это еще было в те деньки, когда, наверное, такие вот популярные базы данных, наверное, как WoWhead еще не очень популярны, может быть, были. Может быть, они уже были, но я их прям вот не знал. Я не знал, где искать информацию. Вестхелперов не было, по-моему. Или я просто не умел аддоны устанавливать. То есть, ну, я пацаном еще таким был. И я не знал, где найти вот эти вот части. То есть, горе пополам вот нашел вот та, которая находится в темных берегах. Кое-как нашел. Но потом вот как искать вот в западном крае ту вторую часть, я так и не понял. Просто днями, я не знаю, часами там плавал в воде, искал. Никак не мог найти этот чертов сундук. А для меня это так важно было, потому что это все-таки новое превращение во что-то.
Так было интересно узнать. И все это длилось, пока вот не нашел где-то, вот, я не знаю, информацию в интернете, то что вот выплываешь там условно вдоль через вот там Gold Coast Quarry, просто вдоль его выплываешь на воду, находишь якорь, доплываешь до якоря, и потом просто углубляешься там еще ниже, и все, и находишь этот сундук. Как же я был рад, когда я вот это вот узнал впервые и сделал наконец-то. Так. 57. Хорошо. Еще два, если я правильно помню. Один тут и один там. Последний, по-моему, будет уже посложнее. Там вроде бы 60-го левела моба. Где-то так. Или у них просто обилки очень противные. Здесь вот на скалах, кстати, всегда спаунится мифрил. Если что, вот здесь вот по этой обочине, вдоль памятника Утеру, всегда мифрил, ну иногда еще бывает истинное серебро. И здесь вот тоже мифрил спаунится. Дальше вот по правую сторону, вот здесь вот на границе, только Торий. Вот здесь вот только Торий, и вот здесь вот, если бежать на базу Алого Ордена, только Торий будет. Ну и этот вот, и истинное серебро. А Торий будет и богатые залежи, и простые. Да, уже совсем чуть-чуть осталось. Я даже до 60-го не буду сильно апать. Сразу как 58-й получу. Че у меня тут по голде? 69. Блин. Придется пешочком бегать. Блин. Придется пешочком бегать. Так вот, тут тот самый друид, который там лежит умирающий. Он попросит сделать, по-моему, 2 квеста. На фарм медведей зараженных. Медведей и волков вроде бы. Так, вот эти вот они Фростнову колдуют. Да? Так, ладно, давайте сразу все сагрю. А, вот что они сделают, точно. Такой же эффект, по-моему, или все-таки Фростнова, не помню. Есть у одного кольца эпического, который с малой вероятностью можно выбить в библиотеке Алого Ордена. Твинка кольцо на 39 или 29 даже левел. Я долгое время думал, то, что он с классики был введен, а оказывается, по-моему, он именно в ВТЛК появился. Да, в БК, я думаю, прям вообще быстро все будет. Без проблем. Я чисто стартовый первый квест сделал на оружие и щит. Дальше, наверное, не буду, потому что там очень много PvP активностей. Вдоль вот самой вот этой вот границы, там где вот баллисты Орды, пушки Альянса. Помимо наших ребят, которые там нашего уровня прокачиваются, там всегда эти PvP-шеры бегают. И твинки 79-го, и 80-го, и 69-го замесы устраивают. Кто-то просто ганкает. Так. А ладно, пофиг. Пойдем на мост. Сейчас вот в Атласе, кстати, гляну насчет этого кольца.
Я его как-то раз выбил. Не помню, на каком сервере я играл. Честно, вот сейчас вот не скажу, уже давно это было. Может быть, это, кстати, тоже Warmane был. Только когда я там давно играл. До того, как удалили персонажей моих. Потому что здесь, оказывается, если долго не активничаешь, где-то больше года, то персонажей твоих удаляют. Так. Скарлетт, Монастыря, Армори. Library. Вот. Dead Man's Hand. Хорошее колечко. До 29 левела. Просто, я думаю, это одно из самых крутейших колец для твинков 29 левела. 10 выносливости. И во время боя, пока тебя стукают, ты можешь их... Фростнова, да. Фростнова получается. На 3 секунды. Просто офигенно. Так, ну ладно, тогда я думаю, на этот вот последний котлован, котел. На этот котел сделаю, все, остальные я там, наверное, дропну. И все. Сейчас тут же получу 58-й, заскочу к тренеру. Да, еще и помимо самой локации БК, еще возле портала всегда караулит. Просто всегда. Я еще ни разу не видел, чтобы зона возле портала, именно вот вход в темный портал, чтобы она была пустая. Если там ты никого не видишь, будь уверен, там точно прячется разбойник или друид в стелсе. Просто 100%. Даже если он тебя не трогает. Там по-любому кто-то прячется всегда. Так что тут сразу могут появиться флешбеки, как во Вьетнаме. Они везде. Они везде, Джонни. А просто всегда возле портала сидит какой-нибудь. Чаще всего, кстати, я почему-то вижу альянсовцев. Наших ребят из Альянса. Но было то, что там было трио. Из разбойника 80-го левела и 2 твинка 79-го левела друида. Один ферал, другой баланс. И вот тот, который баланс, он меня, конечно, снес. Раз на раз. Я за фрост ДК твинка. Еще плюс-минус такого одетого уже. Ну, чуть-чуть не хватило как-то. Не хватает мне урона, чтобы сову завалить. Видимо, он слишком одетый был, я не знаю. Ну, или просто слишком хорош. Не получалось мне его раз на раз, к сожалению, взять. Он вчера заходил. Мы с ним пообщались немного. И он решил то, что 79-й ему не особо симпатизирует. Я ему хоть и предложил сегодня поиграть, но он сказал, что будет пытаться сделать себе твинка на 19-м левеле. Ханта. Ну, я там ему дал там пару советов. Тоже по этому поводу немного поговорили. То, что, ну да, действительно, 19 левел проще прокачать. Одеть тоже. Он хочет, наверное, фамильками его одеть. А я думаю, ну такое, не обязательно, мне кажется, фамильки. Можно спокойно просто нафармить хороших шмоток. Угу. Ладно, пофиг, сейчас он сожжет ману. Я, допустим, когда играл вот именно твинками 19 левела, я просто одевался через данжи, а потом еще за PvP шмотки. Там же есть PvP шмотки на 18 левел. Фамильки просто никогда не фармил. Зачем?
Но он решил вот через фамильки идти. А так, да, я бы сегодня, конечно, с ним играл. Ну да ладно. Я так сейчас именно вот 79-й хочу, просто потому что он максимально приближен к 80-му левелу. Ну, это логично. Ты почти все обилки имеешь в своем составе. Да блин. Но с другой стороны, тебе проще одеться. То есть в основном люди что делают? Они просто собирают этот сет из 8 шмоток, там, я не знаю. Допустим, для паладина это саранитовый сет. Из кузнечного дела. Ретрик себе выбивает меч из очищения Стратхольма. Тринки тоже инженерные, кстати, можно достать легко. Все. По сути, минимальный набор есть. Там остаются чарки, камни. Кольца тоже можно просто купить. Или тебе их скрафтит ювелир. Все. Ты готов? Давай, иди сюда. Я туда уже не пойду. О. Прокнул щит. От этого меча. Я только сейчас его и заметил, кстати. Так, ну что ж, сдадим тогда. Так, чтобы для бонусного опыта. И все. Ткань можно будет скинуть в банк. Что тут по зелени? Никаких зеленых шмоток я не выбил. Да блин. Так, ну это тоже можно отменить. Так, у меня треник разве что вообще никаких нет, я смотрю. Треник нету, реликвии до сих пор нету. Ну ладно, там можно будет выбить либо по квесту элитному, либо, по-моему, вторая часть данжа в полуострове Адского Пламени. По-моему, вторая. Вторая или первая, вот не помню. Вторая, да, вторая, точно. Кузня крови. Там реликвия падает для паладина. Так, банкиры живы? Наконец-то. Скоро банк будет полный. Надо будет как-то скинуть. А, нет, точно, я же буду потом прокачивать инженерное. Ладно. Так, это я сразу выкидываю. Чинимся.
Так, ну вот, все. Там как раз, по-моему, самые первые квесты. Одноручный меч точно будет падать с одного квеста, который можно быстро выполнить. А вот второй, там придется пофармить этих орков скверны. По-моему, с того квеста выпадет щит. Попытаюсь их быстро сделать. Сегодня, я думаю, после стрима, когда закончу, еще не знаю, сколько я тут постримлю. Часик, максимум 2. Думаю, составлю еще вот как раз-таки плейлист 1. А если нарою очень много, тогда еще 2 даже. У меня там заготовочка есть небольшая. Тоже потихоньку надоедает слушать одно и то же. Так, ну вот, трупы есть. А вот смотрящих... Вот тут же заспаунился, 65-й левел, ну ладно. И 80-й. Вот тут же спамится. Вот это вот место офигенное, кстати, мне очень нравится. Красивая такая картина. Держит оборону против вот этого чувака. И потом такой хороший флешбэк был еще, когда в Дренноре начинаешь. Только вот появляешься в этом. В портале. Там стартовая квестовая цепочка тоже. Пока они защищают линию, ты там делаешь свою квестовую цепочку, освобождаешь там рабов и так далее. Стартовая сюжетка в этом Warlords of Draenor, на самом деле, кстати, очень интересная, она мне понравилась. Да и строительство базы тоже вполне такое нормальное. Локации, кстати, я пробовал. Я когда играл на американском сервере, ну, из-за того, что там друг мой играл за Орду, я тоже пошел за Орду, поэтому я ознакомился немного с квестовой цепочкой за Орду именно в Дренноре. Когда прокачивался, ну, не особо как-то мне понравилось. Вот любят они дать Орде либо какую-то засушливую локацию, как вот Дуратар, либо пустыню, либо вот, я не знаю, вот зима. Решили вот в кои-то веке дать вместо дворфов, дали зиму, что тоже очень уныло. Я вот не люблю зимние локации. Максимально их не люблю. Поэтому вот мне не понравилась вот цепочка за Орду в Дренноре. Потому что там зимняя локация. А в БФА так им вообще дали болото просто. Зандалар это просто болото. Небольшая часть джунглей, потом болото и пустыня. Хоть я и пустыню люблю в Варкрафте, но почему-то вот Валдун, ну, такое себе, конечно. БФА так вообще, по-моему, в плане локаций, там Альянс на голову выигрывает. Но вот альянсовские вот мне очень понравились. Я вот когда только попал туда... Так, что-то... Опять появляется такое. Бывает, тут вот проходишь в одном месте, FPS проседает почему-то в этой крепости. Не знаю почему. Так что, если что, это не проблема со стримом. Это проблема этого сервера, не знаю почему. Вот, я первый раз попробовал в БФА локацию... Блин. Там, где нужно пропавший флот искать, короче. Штормовые какие-то эти вот там.
квестовая цепочка этих жрецов моря. Вот это вот первая была. Она довольно красивая, напомнила Награнд, напомнила о Арате. Вот эти вот локации, они мои любимые. Но потом, когда я все чаще проходил эту локацию, в БФА она мне наскучила. И я попробовал Друстфар. Друстфар хоть и изначально мне не понравился, но потом я проникся атмосферой, типа вот Инквизиция, Охота на ведьм, вот это вообще классно. В итоге Друстфар моя самая любимая локация, и с нее я всегда с удовольствием начинаю прокачиваться, если я играю на ритейле. А вот Тирагардская Поморье, ну, там квестовая цепочка интересная, прикольная. Там пиратская эта база есть. А сама локация, ну, нормально. Ну да, вот Друстфар, вот прям вообще класс. Вот это вот чисто вот фэнтези локация вот. Так, ну вот, одноручку я здесь возьму. Хоть и изначально, как вот я и говорил, Друстфар мне почему-то не очень понравился. А понравилась именно та вот северная самая локация. Где жрецы моря тусуются. Но потом все поменялось. А вот у Орды, ну, блин, ну, не знаю. Зулдазар, там, по-моему, да, называется. Которая джунгли, ну, не знаю. Валдун тоже такое. Максимум это 50 на 50. А вот то болото, это просто фу. Блевать тянет. Единственный позитивный момент этого болота, по-моему, в той локации болотной, где эти кровавые тролли, по-моему, да. По-моему, это там ты встречаешь этого прикольного Лоа смерти Бвонсамди. Похожая, кстати, ситуация у меня была и в Shadowlands. То, что вот за ДК, когда ты играешь, твоя ковенантская локация получается, это там, где эти некролорды живут. Я уже забыл даже название. Малдраксус. Во. Она мне изначально очень не понравилась, потому что это тупо пустошь со скелетами, больше ничего там нет. А потом вот как-то, не знаю, проходил все вот эти вот квестовые цепочки, кампанию и, ну, проникся, ладно. Бастион как-то быстро надоел, хоть и выглядит, да, благородно. На какой-то степени, не знаю, рай по версии Варкрафта, но надоела локация. Какая-то она однообразная и скучная. Хоть и Малдраксус тоже однообразный. А с самого начала, кстати, когда я только трейлеры видел, Ревендред больше всех понравился. Но в итоге, когда я его попробовал, я его просто возненавидел. Просто потому, что там эти лифты практически везде. Без лифтов никак. Пока ты пешком. Поэтому я просто ненавидел это место. Но стилистически оно офигенно проработано. Тематика вот вампиров, она мне нравится в целом. Правда, до тех пор, пока кто-то не начинает говорить о вампирах из серии «Сумерков» и так далее. Дневники вампиров — это помойка просто. Для каких-нибудь школьниц 16-летних. В болотине было очень много спотов для фарма боя кожи и сама богато. Это про БФА имеешь в виду? Просто в классической версии Варкрафта есть именно именная локация болотина. И в той, кстати, болотине тоже. Неплохо так можно пофармить. Как травы.
так и, в принципе, наверное, кожу, да. Там и рапторы, и крокодильчики. Ну да, я так и понял, да. Я, кстати, вот не помню название тоже вот этой вот болотной локации. Я там чисто проходил вот эти вот военные кампании, которые тоже по сюжету надо пройти. А так, ну, помню, там данж еще есть, который тоже мне не очень понравился. Скучный, максимально скучный. Данжи мне тоже понравились. В целом больше Альянса. Но у Орды... Валдунский данж, ну... Еще ладно, можно потерпеть. И тот, который в Зулдазаре. Храм вот который. Там, помню, этого скелета динозавра надо убивать. В конце там какую-то жрицу. Ну, он такой маленький, компактный. Быстро проходится, нормально. Он мне больше всех понравился из ордынских. А вот у Альянса они хоть и не такие, скажем так, поместье Уэйкрестов, допустим, было вообще непонятное поначалу, можно легко заблудиться, но атмосферно, опять же, именно атмосфера именно тянет. Просто именно вот атмосфера вот тащит. Именно этот данж. Целое поместье в стиле ведьм, там даже одно отдельное помещение для повара, свиньи какой-то. Очень прикольно сделано. Так что в целом можно позитивно, кстати, сказать. Позитивно дать оценку вот именно БФА как аддону в начале. Первую половину максимум, я бы сказал. Фронты, вот которые там добавили, если не ошибаюсь, фронты, по-моему, именно в БФА добавили. Ну да, согласен с теми игроками, которые говорят то, что это чисто на один раз. Прошел, посмотрел, что там есть, забрал награду, все. Потом сбор этого азерита. Ну, да, экспедиции островные тоже такая себе хрень. Быстро надоедает. А вот когда уже появляешься в этом Нажатаре, или где-то там у Ашары, вот там я попробовал, я прошел чисто стартовую цепочку и все. И мне что-то как-то наскучил БФА, и я перестал в него играть. Именно с того момента, когда вот уже появилась Ашара. Я там чисто за местную валюту улучшил себе шмотки, которые получил по квесту. И все на этом. Так, ну вот и щит здесь получим сейчас за 20 орков. И потом начну спамить данжи. Да, очень прикольно. И когда особенно проходишь это все вместе с самой компанией, когда шок, поворот, контент, узнаешь, что это твоя поехавшая мама является Матроной всего Ковена. Или всех Ковенов, я не знаю, сколько их там. Короче, Матроной, самый главный, всех ведьм. Это вдвойне. Интересно так все узнать. Там сюжетка очень хорошо прописана, мне понравилось. Как там все начиналось. С того, то, что хотели повесить наследницу. Буквально принцессу этих земель хотели просто повесить. За то, что она, возможно, ведьма. Да. Все верно, да. Там вся механика, по сути, и заключается то, что жена, она там гораздо сильнее, потому что она там верховная ведьма. А муж чисто так остался как прислужник, которому она потом отдает часть ХП, когда мы его пробиваем потихоньку. И так, пока они оба не погибнут во время боя. Там же еще и во время сюжетки тоже узнаешь то, что якобы мама была против
женитьбы. И ей пришлось там пойти на сделку сначала еще с наемником. Блин, эти кастеры только кастуют. Давайте-ка Fire Resist включим. Last Boss, кстати, там тоже, правда, двоякое ощущение от него. То, что он якобы там какая-то очень древняя сущность, древние расы, с которой воевали люди. То есть по лору он как бы должен быть очень-очень сильным. А тут он в итоге в данже просто проходной босс. Что, кстати, нередко происходит у разрабов вообще в игре. Когда проходные или просто ласт-боссы какого-то лоу-левел данжа, условно, по лору на самом деле являются уж очень сильными ребятами на самом-то деле. Его совсем не раскрыли, да. То, что ты его убиваешь в данже, и все. Он там в конце еще, по-моему, говорит какие-то слова, то, что... Я не помню, что он там говорит. Ну, в общем, то, что он появится, наверное, еще раз или что-то вроде того, да. То есть на этом не окончено все. Там, по-моему, еще дальше еще что-то вот. Они где-то появляются. Эти друсты. Потому что эти же друидами могут превратиться. Культиросцы, по-моему, в друидов могут превращаться. И их формы друидов, они напоминают друстов. Там тот же кот, медведь, они все в ветках. Блин, кстати, вот тема с ворлдбоссами очень прикольная. Наверное, это в БФА. А, не, все-таки не, с Легиона я когда вот появился там вот на официальном Варкрафте. Вот тогда я и начал. Как вижу на карте ворлдбосса сразу по коням, и туда отправляешься, и просто видишь, как целое стадо игроков убивают одного босса за несколько секунд, просто чтобы что-то там залутать, какую-нибудь шмоточку или еще что-нибудь. Это так прикольно выглядит. Масштабно. Да, в целом они с Пандарией, я думаю. Потому что там та самая Ша злости появилась. В Катаклизме я не припоминаю. Но я Катаклизм тоже, кстати, очень мало играл. Я Катаклизм в целом попробовал, наверное, на Циркуле. Вот когда вот он открылся, этот Катаклизм, и потом вот на Циркуле появлялись вот первые пиратки. 4-3-4, вот там я попробовал воргенов, немного гоблинов, и в целом я там играл. Катаклизм, по-моему, только вот... По-моему, только, да, только, наверное, на Циркуле. Так. Новая билка. Молот. Вот его я, наверное, все-таки кину на 3. Щиток на 4. Ладно, давайте экзорцизм на 5, и тогда так вот просто вместим, а сальву кинем сюда. На нее кликать буду. Кстати, ну да, это просто именно они, наверное, точнее, можно сказать, они начали развивать идею ворлдбоссов, да? Вот именно то, что вот на карте появлялась прям эмблемка, вот это вот все. Можно было даже группу составить. А так ворлдбосса, ну, по сути, тогда и вообще с классики, можно сказать. Те же Азурегасы,
Эти зеленые драконы тоже, да. Просто они начали как-то иначе восприниматься, именно, я думаю, с Пандарией. Да, тут World Boss есть. Если мы, допустим, ну, ладно, этого Фэл Ривера не считаем, он чисто для квеста, если я правильно помню, он чисто для квеста, чтобы сделать себе героический режим. То World Boss, да, вот здесь вот трон Килджедена находится, это я помню, да. И там находится лорд Казак. Засланный казачок сидит. Я там недавно летал, по этой округе фармил. Там то, что просто иногда спамится некоторое оскверненное железо иногда. И как-то я полетал, ну не встретил его. Наверное, его уже кто-то завалил, успел завалить. Ну вот сейчас вот закончу квест. И может быть еще данжи, может быть стартану каких-нибудь парочку штук. Просто сейчас как-то дело так идет спокойно. Особо как-то не хочется заканчивать, если честно. Все так хорошо идет. Без всяких заминок. И у меня день сегодня довольно свободный. Просто паузу, конечно, тоже надо делать. Сколько тут? 3 часа уже идет. Так что там элитку бьет. Так, 7 чуваков еще надо, да? Ну, как минимум, хотя бы 1-2 данжа надо еще пройти, я думаю, сегодня. Было бы неплохо. Просто еще я намекаю на то, если, допустим, планируешь уже все уходить, то я тогда, наверное, тоже буду заканчивать. Когда просто особо не с кем общаться, то и скучно становится. А так, если есть с кем поболтать, то тогда можно с радостью продолжать и продолжать. Я не против. Ну окей, тогда я... Да, тогда я еще и продолжу. Так, что это у нас? Тоже прот? 67-й левел. Что-то как-то я быстро, незаметно по мане просел. Блин, ну вот ладно, вот этот самый первый плейлист, который я сделал, связанный с игровыми саундтреками, вот он мне еще не надоел, вот этот вот конкретно, который больше состоит из саундтреков четвертых и пятых героев, вот они, не знаю, вот по кайфу слушать почему-то мне все еще. Слишком уж хорошие саундтреки. Так, сколько еще? Двоих. Там тоже кастер. Давайте так сделаем. Блин, жаль, они не считаются демонами. Хоть они как бы испили крови демонов.
Причем немало. Я бы тогда еще использовал и гнев небес. Ну вот, все, погнали. Берем щит и тогда регаем данж. А, квест, кстати, точно. Квест, по-моему, еще надо на данж взять. Когда он там берется? Либо он сейчас доступен, либо нужно сделать вот это вот еще на очищение 8 скелетов. Так, камень возвращения 2 минуты. Да, стоит, наверное, еще посетить тренера. Так, ну этот, наверное, все-таки лучше не брать. Ладно, пофиг. Возьму лучше такой воровский. Так, сейчас я гляну. Возможно, он даже сейчас будет доступен. Лейтенант Чедвик, да, вот он. Он даст квест на первую часть данжа, которая с большой вероятностью может выпасть. Так, ну вот. Минута. Так, вот, еще к тренеру тогда сгоняю. Наверняка на 60-м левеле могут дать что-то ценное. Так, а первая помощь? Точно, где она обучается? Алхимия, травничество. Ладно. Пофиг. Первую помощь тогда уже можно будет в шатрате. А, точно. Первая помощь обучается в этой. Во второй базе, которая там у Дранеев. Вряд ли я, конечно, успею до нее добежать. Так, уберу-ка я видимость шлема. Так, неплохо. Сейчас потрачусь, конечно. Да, весомый апгрейд. Все, погнали. А, хила нету. Ну вот, пока вот мы ищем хила, я, наверное, побегу в портал и там с нашей базы пешочком к тренеру первой помощи.
Символы все еще не купил, кстати. Точно. Ладно, на символы надо будет как-то мне скинуть денег с другого персонажа. Так, ну вот если я правильно помню, где-то здесь будут квесты у этих, у экспедиции Кинария. Там можно реликвии тоже достать. Она будет увеличивать урон, кстати. Как раз таки вот экзорцизма и гнева небес. В принципе, это будет неплохо. Но по левелу я еще маловат. Потому что там надо будет элитных колоссов убивать. Как прот-паладин-то я, может быть, в соло смогу их взять, но не на 60-м уж точно. 66-й нужен как минимум. А, точно, да, я просто сначала пытался вспомнить. Я просто не так часто делаю квест в той базе, у Дранеев. Да, пруды Аганара помню, да. Аразиус жестокий, или как там его зовут? 63-й элитник. Радар красного цвета, помню, да. Правда, что за тринька там, я уже не особо помню, что она там дает. Но я думаю, она должна быть весомой, учитывая, что он элитник. И этот квест, по-моему, рассчитан на группу. Ну, не знаю, кстати, стоит ли этим заняться. Просто думаю, во время данжа, может быть, можно что-то выбить, я не знаю. Дадут ли они так прям сильно этой большой разницы? Мне кажется, прям сильное влияние тринки первые они не дают. Только те, которые разве что дают, я не знаю, какой-нибудь пассивный эффект во время боя, которые могут включить какой-то эффект или активный эффект. Поэтому в этом плане, мне кажется, тринки прям хорошие уже появляются именно вот уже в ЛК. Самые первые, которые там появляются, такие зеленые. Но если прям долгое время не будет хила, ну... Тогда да, придется прокачиваться по квестам. Тогда уже будет видно, что там я получу. Можно будет и попробовать. О, кстати, вот этот паладин зашел. 46 левел. Ну, для меня он маловат. Так, тренер первой помощи, по-моему, в этом домике. В
теории, конечно, я могу его подождать, но вряд ли он так быстро прокачается до 58-го. Не знаю. Так, ладно. Сейчас зато спрошу у него, как у него там успехи с хантом. С твинком, по крайней мере. Так, ну вроде все, да. 350 вполне хватает, чтобы уже ЛК контент проф убрать. Не делал даже. Так-то да, если бы я, конечно, знал. Может быть, я и подрубился бы чуть позже, чтобы уже с ним вместе спамить продолжить. Он, кстати, в Лигу Легенд играет. Поэтому есть теория, не знаю, может быть, ему предложить вместе сыграть. Так-то я в Лигу Легенд иногда играл на стримах раньше, просто ее никто не смотрит особо. Я уже не помню, когда я последний раз, кстати, заходил в Лигу Легенд. Может быть, в начале лета или в конце весны. Ну да, я тоже практически всегда в ранговой играю. Точнее, всегда, да. В последнее время, когда я играл, я обычные бои никогда не регистрирую вслепую. Всегда только ранговые, и там уже пофиг. Сливаю, побеждаю, вообще без разницы. Так, хила все еще нет, 10 минут, кстати, в очереди. Видимо, кстати, поэтому бывают игроки злятся, когда я, допустим, на роль поддержки беру чемпиона, который совсем не годится в роль поддержки. Или за которого очень, скажем так, высокий порог. Типа, не знаю, брать какого-нибудь убийцу
у которого там от силы одна способность, которая прям очень хорошо подходит. Все остальные, ну так себе. Из-за этого они, наверное, горят и меня оскорбляют, потому что я беру не того чемпиона. А потом в итоге чаще всего бывает, что даже если мы проигрываем, то у меня самый нормальный, адекватный счет. Самое прикольное, кстати, это сидеть вот на самых низких этих вот брекетах, вот типа, да, не выше Сильвера. Опа, тут разбойник. А, это ладно, это дуэль, не заметил. Ну-ка, посмотрим. Wait, what? Это что было? Мне кажется, паладин какой он? Он прот? Да, он прот. И я думаю, он просто кританул вот этой вот способностью и все. И шотнул Рогу. Это же вроде только начало файта было. Но я смотрю, у него тут еще, кстати, вот эпический этот молот с Императора выпал. Я, кстати, тоже, когда был... один раз в данже я тоже увидел. По-моему, первый раз, когда мы столкнулись на Вармене вот с Императором. Тоже выпал, по-моему, вот этот вот молот. Либо в первом забеге, либо во втором. А, я смотрю, у него еще и трансмог. На этого... На Алый Орден. 55-й левел. Инженерка 350. Твинг получается какой-то, но почему 55-й? Ну да, я смотрю, он сначала просто получает по лицу, а потом прожимает брусты какие-то и просто шотает Рогу. Норм. Так. Что у нас тут? Блин, что-то как-то не идет рега, 15 минут.
Могу попробовать, да, перерегать. Так, он меня в дуэль Не, я не буду дуэлиться. Тут, блин, видно, у него 52, у меня 36. Нафиг мне надо. Давайте, ладно, попробуем перерегать разок. А так, конечно, я могу его подождать. Если он тут пишет, что перерегал. Как танк и пошел. Куда он пошел, кстати? Зульфарак. Не, та же фигня. Ладно, тогда, может быть, я пойду, наверное, тогда сейчас до другого пала поиграю. Поспамлю за него данжи или подделаю квесты, немножко поодеваю его. А то я ему только апнул 80-й левел. А с этим подожду. С этим я сделаю передышку. Зайду на второй аккаунт. Очереди же все еще нету, да. О, кстати. Единственный более-менее мой одетый твинк. Ну, я его показывал уже. Вот уже друида пока что только апнул, особо не одевал. Вчера вот хантом фармил в основном только кожу пока что, чтобы просто прокачать кожевничество и, соответственно, одеть друида в шмотки нужные. И сейчас вот, да, я нахожусь, это Netherstone, это самая северная локация в Запределье. Там фармлю кожу. Так, рекнем сразу данж. А по квесту я хотел апнуть немного репутации еще. С кое-какой фракцией. Argent Crusade. Да, вот. Еще половина полосы. Чтобы купить просто молот вместо топора. ГС вот у меня всего лишь. Еле-еле дотягивает до 2,3. Поэтому, да, стоит, наверное, что-нибудь приодеть. Так, это я все скинул в банк. Сейчас быстренько и отправлюсь тогда в Нордскол. Что мне тут по квестам взято, кстати? Так, это старт на другую репутацию. До лунной поляны пешком. Такого себе. Найс гильдия у нас. Просто все пусто. Так, еще квесты, значит, за эту репутацию. Я, в общем, я сделал квестовую цепочку, вот, которая здесь вот стартует. Я вот там вот все сделал. И вот мне сейчас просто отправляют лечить этого рыцаря. Который в итоге все равно помрет, по-моему. По цепочке. Спойлер. В Золдраке я вроде бы даже не делал квест, я только арену сделал. Поэтому, да, наверное, можно лететь в Зулдрак.
Зулдрак, кстати, прикольная локация, она мне нравится. Она не самая любимая, но она офигенная в том плане, то, что, по сути, это просто один гигантский город. Везде вот эти вот стены. И когда только вот это вот осознаешь, что вот просто целую локацию сделали под город для троллей. Это классно. Ну, фармить это громко сказано. Тут за один квест... За один квест дают... Ну, у хуманов баф на репутацию, на фарм репутации, поэтому больше хуманам дают. Ну, где-то 800 единиц за обычный квест. Поэтому фарм это, ну, так. Несколько квестов сделать. Сколько мне надо тут? Блин. Ну да, мало квестов надо, 8 штук максимум. Так, ну, металлы, ладно, металлы я сейчас не буду собирать. Начну с самых таких простых, где сильно фармить ничего не надо, каких-нибудь чудиков. Не знаю, вот в соло я сделаю на Ярогрива элитный квест. Учитывая, что я совсем не одет. Нет, таким я не занимаюсь. Я не покупаю шмотки. Тем более мне голды-то не осталось толком после того, как я купил быстрого маунта. Я думаю, можно спокойно поспамить данжи. Потом спамить эти вот первые коротенькие данжи в ледяной короне. Там плюс-минус можно будет одеться. Кое-как. Я не планирую сильно одевать этого паладина, вот как вот тут мой знакомый, с которым я познакомился, да. То есть, допустим, 5 КГС это не моя цель уж точно. Будет, конечно, неплохо, допустим, выбить рукоять потертую и замутить, допустим, себе меч. А почему синий-то? Синяя, она просто ману восстанавливает. У ретри паладина и также есть талант все-таки, который восстанавливает ману любой джагой. Ну, как-нибудь попробую, конечно, я не знаю. Мне кажется, выгоднее эту для отхила, особенно у таких вот жирных целей. В ПВП я, наверное, буду всегда использовать красную, а синюю, ну, не знаю. Типа в данжах, может быть, если кому-то надо. Так, что у нас тут подороже? Ну вот, 1115, 155, это за элитный квест. Что у нас тут еще? Какие-то еще были квесты. Давайте включу. Поиск лоу-левел квестов. Пожар потушить. Ну вот я не помню, дадут ли репутацию. Учитывая, что это... Они мне дают квесты, они крестоносцы. Ну а по джаге?
по желтой джаге мало хила, что ли? Недостаточно, думаешь, невыгодно использовать? То есть она дает хил именно когда используешь, и, по-моему, каждый раз, когда атакуешь цель. А, только шанс дает. Только шанс исцеления. Ну да, да. Тут хотя бы гарантированно много маны. И плюс шанс еще мана. Ну ладно, можно попробовать. Так, забыл накинуть на себя вот это вот. У меня она по талантам снижает входящий урон. Так, отмычки. Отмычки отдельно. Сюда накинем это. Ну да. Нехило так на самом деле. Я просто еще на самом деле не очень привык все время использовать искусство войны на отхил. Я обычно отхил использую на искусство войны только тогда, когда у меня экзорцизм на КД. Да, кстати, точно, можно еще и совмещать. Вот в этом плане, конечно, да, я Ретрика очень люблю. С ним, по-моему, вообще хрен просядешь по мане. По макросам, кстати, у меня пока что очень не густо. У меня только один макрос, который то, ну, трудно даже назвать макросом. Просто потому, что он мне дает бурст. Единственная кнопка, да, это вот крылья. И плюс активный эффект на тринке. Все. Так. Все вроде, да? Всех завалил. Такс. Да. Я еще думаю, может быть, в этот макрос для крыльев добавить чисто вот на всякий случай. Просто чтобы был. Может быть, вот этот вот еще щиток. Sacred Shield. Просто чтобы был.
почему бы нет? Или что-нибудь такое. Или просто, допустим, чтобы кастанул джагу на врага. Так, ну посмотрим, даст он репутацию или нет. А, дает, вот. 825, кстати. Вот. А обычно, по-моему, без бонуса дипломатии, хумана, да, расовой способности, по-моему, 750. Так, а здесь у нас просто в другое место отправят. Хорошо. Так, ну вот было 6к. И вот уже 9,5. Ну да, я потом буду смотреть. Это все просто, к сожалению, потому что у паладина слишком много способностей на этом вот, на ГКД. Поэтому я особо не парюсь, но с универсальным макросом, где нужно писать cast sequence, можно, по сути, вставить что угодно, я так понимаю. И он просто будет по очереди использовать все заклинания, которые ты туда запишешь. И все. Так, парашюты и андеды. Я, допустим, с помощью этого макроса cast sequence я сделал себе на смену аспекта охотнику. Чередую аспект стрельбы дракондору, да, и аспект гадюки. Очень удобно даже, кстати. Очень. И меньше места занимает, особенно учитывая, что это... Блять. На том протпале. Привык то, что у меня на шестерке. Гнев небес, ну ладно. Педалька. Возможно, кстати, слышал, да. Но вряд ли видел. Наяву, скажем так. Так что для меня это как миф и легенда. Возможно, да, где-то слышал, не помню где. И, возможно, это было просто очень давно. Но вот когда мои руки дойдут до паладина, что мне тут еще одевать и одевать, и рестора, и БМ ханта, и ретри паладина, да, естественно, я займусь макросами. Это просто must-have. Обязательно я постараюсь как можно проще себе сделать самые такие ходовые. По типу, я не знаю, фулы какие-нибудь там, и типа однокнопочные для самых дебилов просто вставить. И потом всех раскатывать и не париться вообще. Как я и говорил, поэтому я люблю Фрост ДК. Потому что у него способности, все бурсты у него там просто можно впихать в одну кнопку, и ты не паришься вообще. Из-за него вообще очень просто получается играть. Что на ритейле, что в ОТЛК. А. А. Вот оно как. Тогда это немножечко меняет, конечно. Если за это банят. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, еще поинтересуюсь на каких-нибудь форумах, посмотрю или поспрашиваю игроков. Как тут с этим дела обстоят? Банят за это, не банят? Просто здесь довольно часто ты видишь вот в чате, как игроков банят. В основном, правда, это за ботоводство, иногда за расизм.
За что еще? Ну, не помню, за что еще. Блин, у меня настолько говёный шмот, что даже здесь награды лучше, чем у меня надеты. Ну, хотя ладно, у меня просто скрафченные шмотки, кобальтовые какие-то. Ну вот, насчет вот, типа, 10 обилок условно, да? Вот я что-то подобное еще видел на стримах у, у этого популярного, короче, варкрафтовского стримера. Вылетел из головы Свифти. Во, в Свифте вспомнил. Он там на своего воина придумывал вот как раз вот такие макрос через... еще один телепорт. Точно их целых 3, оказывается. И вот он тоже через Cast Sequence пытался сделать какой-то универсальный макрос, который прожимает сразу несколько обилок. Там типа one-shot макрос супер-мега-пупер-дупер. Он его так описал. Вот я хочу тоже что-то из разряда этого, который просто по очереди будет нажимать несколько обилок. Если получится, понравится, то тогда буду к нему привыкать. Если нет, то нет. Просто нужно привыкнуть к тому, что он будет постоянно начинать с одной и той же обилки. И так по очереди. Допустим, у меня поначалу было трудно привыкнуть. Вот хантовский макрос, который вот переключается между аспектом дракондора и гадюки. Но я бываю периодически еще включаю отдельно обилку аспект гепарда. И вот после этого мне было непривычно увидеть то, что, вот, допустим, переключается не тот аспект, который я хотел. Допустим, вместо аспекта гадюки включается аспект дракондора, просто потому что он первый в очереди у меня записан по списку. И это непривычно. К сожалению. Но как-то потихоньку нормально. Пока я там проходил данжи, вроде бы привыкаю потихоньку. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, я еще пороюсь. Какие-нибудь макросы. Я просто привык то, что, как правило, на всяких сайтах типа WoWhead или Icy Veins, там, как правило, чисто базовые макросы дают. Самый такой примитивный список. Потому что, когда вот я, допустим, сделал целую кучу макросов для своего FrostDK, я просто понял, что да, я могу сам отдельно составить свой список уникальный, который может быть полезным для других игроков. С весьма очень прикольными и хорошими и полезными макросами, которых нету почему-то в самых ходовых вот сайтах. Так, не-не-не, это откажусь, не хочу делать пока на ДК. Чувак, отстань, не надо пока. Спасибо. Там главное просто иметь какую-нибудь фантазию и все. Видишь все способности, которые без ГКД, и потом придумываешь что-нибудь интересное, полезное. Блин, так и знал, мне сейчас там забагается. Бой. Вот так получилось, то, что я в одну кнопку практически втиснул все бурсты, а в другую кнопку все дефы. И потом просто радуюсь жизни. Так, что бы сделать такого? А, все. Все, он от меня отстал. Или он ко мне там идет? Да, он идет ко мне, черт. Ладно, тогда я сделаю иначе. Перезайду быстренько. Может, тогда он исчезнет.
Так, ну совсем чуть-чуть, кстати. 1-2 квеста осталось. Так. Да, все, его нету. Так, что у нас тут еще такое попроще, побыстрее? Вот здесь вот я не помню. Тут, по-моему, тупо куча квестов. Пойди туда, собери то. Или пойди сюда, убей того. Вроде бы один квест есть такой легкий, где нужно просто обнаружить 3 рыцарей. Да, вот он. Вот он и есть. На всякий случай этот тоже возьму. Так. Я не помню, один тут, 2 будут там в лагере где-то, наверное. Я их просто выполняю, чтобы репутацию поднять немножечко. Мне нужна репутация с фракцией Argent Crusade. А за репутацию, соответственно, можно шмот купить. Там хотя бы будет стартовая булава, которая получше, чем мой топор с арены. С арены Золдрака. Ну и плюс лишняя голда не помешает. Так, блин, пропустил. Да, это ретрик. Ретрик Паладин мой мейн. Интересная тренька. Учитывая, что все остальное гуано. Может, стоит ее надеть? Почему бы нет? Иметь шанс на нанесение дополнительного урона. 1000 до 1500. Я вот не помню, хоста прям сильно нужна паладину ретрику. Кто в курсе? То есть холли паладину, ладно. Это понятно. Но вот ретрику, по-моему, больше крит нужен. АП и крит. Чтобы выдавать хорошие ваншоты. В этом плане хоста, наверное, особо сильно не играет. Тут только эффект, тут, который при использовании повышает АП мне. Но мне вторая тринька как бы АП дает. И крит. Поэтому я думаю, наверное, первую поменяю. И получается у меня теперь макрос. Макрос накрыли уже все, да. Уже бесполезен полностью. Пока что удаляем. А хотя... Просто для галочки поставлю. Вот это вот. Почему бы нет? Ну да, я тоже так подумал. Хоста чисто больше для кассеров. Так, что у нас по репутации? Во, все, отлично. По-моему, максималка не нужна, чтобы там дробящая взять. Так, у нас тем временем хил нашелся.
теперь еще ботанка. Трини? Какие именно трини? У меня, по большому счету, персонаж голый. Я ему апнул 80-й только вчера, позавчера, если я правильно помню. Тут вообще ничего нету особого такого. Вот, если так присмотреться, это все зелень с квестов и с каких-нибудь обычек первых данжей в ВТЛК. Он вообще не одет. Это не приоритетный мой персонаж. Приоритет у меня на других персонажей, которые я собираюсь одевать в твинки на 79 левел. Вот в них я буду вкладываться. Так. Что-то интересного есть. Плащ вот купил, да, помню. О, точно, шлем можно взять. Я посмотрю, а может быть, когда вот у меня будет чисто свободное время не для твинков, буду спамить данжи и, может быть, БГ. Чтобы одеваться в ПВП в основном шмот. Потому что ПВЕшить я вообще не планирую. Рейды меня не интересуют. И задрачивать все эти данжи нафиг надо. Скукотища. Так. 4 часа. 4 часа уже стримим. Ну ладно, еще немножко, не знаю, что поделать-то. Пока не прокает данж, пока в очереди. Можно попробовать поохотиться за Титаном. Титан, Саранит. Кстати, а какой у меня навык владения двуручным? 275, маловато. Надо будет как-то прокачать. Последний раз, кстати, вполне такой удачный. У меня тут пролет был по всем этим локациям. Ну, точнее, ладно, я тут по одной только летаю в основном. Немало так Титана накопал. Ну да, ПВЕ это трудно даже, ну. Для каждого свое. Ну, блин, не знаю. Для меня ПВЕ в онлайн-игре это почти то же самое, что играть в одиночную игру. В одиночную РПГ-игру. То есть, да, конечно, ты играешь с командой, но, по сути, обычные одиночные РПГшки могут быть с кооперативом. Вот это интересно. Иногда попробовать. Вот, допустим, вот скоро выйдет игра Space Marine 2. Там анонсировали кооператив. Вот это вот интересно, допустим, попробовать. Проходить кампанию вместе, допустим, условно, да? Или что там будет в кооперативе, не знаю. А в MMORPG, мне кажется, все-таки интересно именно посостязаться с другим игроком. Узнать, кто лучше, кто сильнее. Поэтому, да, у PvP особенное место у меня в сердечке. Надо будет, конечно, сначала одеться. Но это, думаю, не проблема. Поспамить БГ. Может быть, даже сначала переодеться в хила, чтобы хоть какую-то пользу приносить. Учитывая, что здесь уже давно все ходят в фуловых шмотках. Ну или опять же, просто сконцентрироваться на 79-м левеле, там будет проще одеть персонажа. Допустим, вот на этом паладине у меня кузнечное дело уже почти максимально.
Скрафчу потом какой-нибудь саранитовый сет. Куплю кольца. Тринки сделаю из инженерного отдела. И так далее. ПВП арены или дуэли. Странноватый вопрос, на самом деле. Ну, это как бы стандартный сервер, да, естественно. Это же вот ЛК. Все-таки арены появились в Варкрафте в целом уже с Burning Crusade, как бы. Поэтому, конечно, вот. ПВП. Ты можешь регистрировать либо поле боя, прямо здесь, либо арену у специального этого. По-моему, обычно это гоблины. С ними говоришь, регистрируешь свою команду 2 на 2, 3 на 3 или 5 на 5. Ну а дуэль это просто подходишь к игроку дружной фракции, предлагаешь ему дуэль. Или в открытую нападаешь на представителя вражеской фракции. Как бы это весь ПВП. Так, где это он? Что внизу, походу. Один на один, да, конечно, есть. Именно дуэли. Арены, вот. Арены, по-моему, нету. Арена 1 на 1, мне кажется, это вот только новшество у Близов. Мне кажется, на ритейле. Вот, допустим, вот игрок Орды. Я могу сейчас прямо на него напасть. Ну, естественно, я это делать не стану, потому что он лучше одет. Вот и будет 1 на 1, по сути. А так, ну, по-моему, только просто дуэлями ограничено все, да. 1 на 1, наверное, вот есть на ритейле, вот у Близов на официалке, как сказал. И плюс в кастомных серверах еще, да. В некоторых кастомных серверах, в других проектах, там, классических, допустим. Я вот не знаю, на Turtle WoW есть такое или нет, но на каких-то я видел. Можно регистрировать арену 1 на 1. Но это уже чисто изменение самого проекта. Это не введенные в игре система. А сейчас на нынешних серверах официалки, я думаю, это сделали просто потому, что мало народу, наверное, играет, и непопулярная арена стала. Опа, Титан внутри. Вижу. Ну вот, первый Титан есть. Еще один. Нифига. Хорош. Так. Блин, что-то я его не вижу, где это он. А. Странно, надо, наверное, вдруг там спуститься еще. Тут я думаю, что я так наношу мало урона? У меня же еще навык не прокачан, точно. Практически промахи. Оружие как раз прокачивается. Блин, такими темпами кто-то успеет быстрее меня это сделать. Так, а топор я... Блин, я его тоже продал. Идиот. Так, ну ладно, уже 323. Прокачивается тут быстро довольно. Так, он должен быть справа. Так, отлично, вот. Хорош.
Да, на коже тоже можно заработать. Я не смотрел цены. Но, по-моему, самая прибыльная, правда, остается все еще, да и, наверное, как и всегда и везде. Это травничество. Именно вот те самые последние травы, которые добываются в ледяной короне. Вот там, по-моему, вообще можно быстро разбогатеть. А вот дальше, вот не знаю, либо горное дело, либо кожевничество. Не знаю. Но я думаю, скорее всего, все-таки горное дело, но на кожевничестве тоже можно неплохо заработать. Правда, я бы лично, на самом деле, вот выбирал лучше травничество. Это проще, мне кажется. И еще проще, если это ты еще друид. В этот же момент. Потому что друиду не нужно все-таки летать на грифоне. Он спокойно в форме ворона летает, собирает, не превращаясь обратно в гуманоидную форму. Спокойно летаешь, собираешь. Поэтому, да, в этом плане для фарма я, наверное, собирал бы лучше траву. Да и кожевничество, наверное, все-таки опаснее чуть-чуть, не? Так, вот пока будешь вот носорога убивать, кто-то заганкает, тут довольно много народу, я бы сказал. Сейчас пик 12 тысяч. Наверное, это лимит сервера, допустим, сейчас вот проверю. Сейчас 9100, ладно. Сейчас только час дня у меня, полвторого. Ну, 9000 тоже немало. Так, ну Дан что-то не прокает. Как-то пока что тихо. А на Сирусе сколько там? Средний 6000? Я уже не помню. Я на нем давно не играл. Я последний раз играл там просто потому, что туда пошел играть один из Twitch стримеров из-за рекламы. Поэтому я тоже туда пошел. Естественно, по его промокоду и так далее. 6-7к, ну да. Но он на самом деле тоже неплохой проект. Потому что там все-таки добавлена и кастомная всякая хрень. По типу дополнительных расовых способностей и, соответственно, новые расы. Хоть и наги, они выглядят довольно убого, потому что там на них штаны никак просто не выглядят, почти никак, ладно. Обувь вот никак не выглядит. Ну, у меня нету двойной специализации. О, я 2 таланта не прокачал, оказывается. Да и мне лень не респекаться, на самом деле. Не люблю танчить. Мне это вообще впадло. Так. Тем более мне так или иначе надо будет поменять, кстати, таланты. Чтобы увеличить длительность вот этого вот заклинания. А, кстати, вот Даньш прокнул. Я помню, что все ретрики, они берут вот таланты вот вплоть вот до этого таланта. Divine Guardian. Окулус. Сейчас блевану. Тут кошмар, конечно. Сейчас вот эта муторная хрень с драконами. У меня предыдущий танк, который у меня на другом аккаунте, вот я его сейчас прокачиваю до 79-го левела. Вот он у меня пока что танк. Пока что. Потом, может быть, не знаю.
Либо оставлю танком, либо нет. Посмотрим. Забавно, что онлайн так и держится на пиратках ЛК. Видимо, Афа не совсем... Да, вот я тоже, вот в этом плане я тоже был очень удивлен, кстати. И это причем еще касаемо черепахи. Turtle WoW. Я ж поэтому и снял тот видосик, где, ну, без голоса я снял, просто как я бегаю, смотрю на онлайн. В этом-то и мой посыл был, типа, в чем прикол играть на официальных серверах, даже если вышли хардкор классик, если вот тут под боком у тебя есть Turtle WoW, у которого онлайн выше 11 тысяч человек. В чем вообще смысл тогда? Зачем платить за подписку и играть в тот же классик опять? Просто в тот же классик, где тебе просто еще вся разница, тебе дают всего лишь одну жизнь на все про все. Ну и все. Ладно, все. Больше никаких изменений там нет. У меня, видимо, надо было переподключить. Предыдущий ранг, наверное, был у меня. Но я потом еще, наверное, буду что-нибудь переделывать. Я просто поначалу думал этого паладина сделать твинкаун. И поэтому я, допустим, вот зарядил сюда 5 очков в печать. Поэтому, ну, допустим, сейчас, я не знаю. Я, наверное, сюда вот добавлю 2 очка. Чисто на всякий случай, чтобы сократить время фера под ПВП и так далее. Потому что ред у меня как бы все есть. Прот. Больше пока и особо ничего не надо. Потом все равно поменяю, наверное. Сделаю, наверное, просто стандартный билд ретри паладина и все. Не париться буду. Ну да, это стандартный PvP билд. Просто вот она еще, помимо того, что она используется для PvP, улучшенная ее версия увеличивает длительность вот этого щита в 2 раза. Если не ошибаюсь. Да. И эффективность. То есть поглощаемый урон. То есть так он только 500 урона поглощает, а так будет больше. С этим с талантом. Надо будет поменять потом все это. Да, кстати, вот насчет онлайнов я тоже поражен. На самом деле. И удивлен, что до сих пор циркуль, он до сих пор живет. Циркуль-дыркуль. Да, там стабильно, походу, все-таки снижается онлайн общий, потому что раньше было и 25, и 15 потом, но все же это было много, там очень много игровых миров. И люди там играли, все равно играли. Покупали там, наверное, шемы по дешевке. Но играли. И даже сейчас. Там все еще сколько, вот даже сейчас вот быстренько гляну. Еще раз. 12 тысяч уже, кстати. Было, по-моему, 9, я смотрел час назад где-то, да? Да, лучше, наверное, к крыльям добавить какую-нибудь джагу все-таки. Так будет лучше.
Или что-то вроде того. Щиток. Как-то не очень удобно. Я только, кстати, сейчас заметил то, что у нас танк-то заряженный по самые яйца. Ну, может быть, не совсем, кстати. 31 для танка. Наверное, это средний показатель, не? Или выше среднего хотя бы. Ну да. Такие себе шмотки. Я смотрю, он просто купил все, что смог купить. А что смог, собрал за репутацию. Такс. Колечко. Defense и Dodge рейтинг. Это мне не надо. Такс. Мне нужен бронз. Бронзовый дракончик. Блин, сейчас опять вспоминать, как там все это было. Какие способности, что да как. Куда лететь, как бы это все не спулить. Так, сюда вроде бы, да. Так. Наносит урон. А, по-моему, на боссе нам надо будет только вот это вот. А, не, или там еще что-то появится. Мне казалось, там еще какое-то потоковое заклинание должно было быть. Бронзового дракона. Может быть, потом появится. Что с ним случилось? Может договориться? Так, я смотрю, у нас зеленых понабрали. Мне кажется, тут все-таки не стоит брать больше одного зеленого. Он хоть и там плюется ядами, да? Но бронзовые как раз-таки увеличивают входящий урон по боссу, по ласту. Да, там 3 дракона на выбор. Красный, зеленый и бронзовый. Красный берет танк, зеленый у дракона берет хил, ДД берут бронзового. Ну, по крайней мере, как правило. Ну, там смотря с кем ты говоришь. Чувак слева дает зеленого, по центру дает красного. Вот который справа гномик, он дает бронзового.
Ну вот да, мне тоже кажется, что все-таки лучше брать бронзового. По крайней мере, хотя бы, чтобы все 3 ДД взяли именно бронзового. Потому что он будет увеличивать входящий урон, и у него еще есть это вот, стан. Стан на боссе, который нужно использовать по очереди. Интересно, вот как вот мы это будем реализовывать тоже. Ну вот, поэтому гном тебе всегда не давал бронзового дракона. А, так это стан увеличивает урон? Да нет, там, по-моему, еще третья должна быть. Ты типа наносишь... блин, там какое-то потоковое заклинание, по-моему, было. Внешне выглядит как будто какая-то проволока кудрявая такая. Связывает тебя и ну, босса. Ну ладно, посмотрим, как там все будет на боссе. Может, мы вообще его не пройдем. Потому что у нас уже есть один, по крайней мере, человек, который не знает, что делать. Хорошо, хоть они не агрят, а вот этих вот. Да и по ошибке так-то можно тоже. Да, я смотрю, тут не я единственный этот данж ненавидит, но я думаю, большинство согласно. То, что Окулус это просто одно из самых каловых данжей. Что вообще в ОТЛК, так и вообще в целом в Вове. Ну, если все знают, да. Если все знают, конечно. Если все знают тактики, тогда, ну, в целом, все данжи могут быть довольно быстрыми. Особенно если речь идет о тех, где боссов максимум 3-4 человека. Есть даже боссы там, где данжи, где только 2 босса. Это вот, допустим, вот Кузня Душ. Даже. Тоже по мне так изи данж. Такс. Ну вот. Теперь на босса. Без понятия. Не знаю вообще, что это за баг такой. Ну, тут ладно, еще можно плюс найти то, что в целом тут никаких таких особенных механик на боссах нету, которые прям сильно повредят группе.
Вроде бы все сразу ты на лету можешь понять, что стоит делать, а что не стоит. То есть это если не считать механику с ластбоссом. Ничего особенного такого, допустим, вот на первом боссе мы не сделали, чтобы его завалить. Тут тоже вот, по сути, он, правда, вот хил тоже что-то начал бесить. Блин. Ну ладно, я думаю, танк проживет. Не нужно было просто стоять, я так понимаю, на этой вот фиолетовой штуке. Молнии. Вот тут вот. А, она прям за тобой следует. Ну, неважно. Ну и по сути так же и следующий босс. Никакой уникальной механики нет, просто нужно вовремя спрятаться. И не стоять в луже. Так, поднимаемся. Так, он уже 48-й. Блин, ну медленно как-то прокачивается. Так, точно, вспомнил, в общем. Как у вас со временем завтра, Илья? Не хочешь завтра тоже поприсутствовать на стриме? Завтра у нас какой вообще день? Среда. Я вот думаю, может быть, завтра сделать перерывчик от Вова и поиграть в Корсаров, может быть. Такой, блин, куда они пропали? Ну, после 4. Ну, это... Так, это что было? Окей. Ну, я утром также стартану. Тогда где-то до послеобеденного времени. То есть, вот сейчас, допустим, еще только 2 часа. Нету, даже 2 часов нету. Да, вот ты говорил, я помню, ты там говорил про отпуск, поэтому вот хотел вспомнить, чтобы понять, до какого у тебя там свободные деньки. Я вот думаю, может быть, в целом, кстати, скоро в другие дни буду. Ну, не дни, то есть, а время суток. Проводить стримы больше по вечерам, наверное. А, больничный, точно, точно, да-да-да. У нас тут просто помимо смены места жительства тут остались еще 2 кота, за которыми мы следим. Пока я один дома первую половину дня. Не особо, конечно, удобно. Иногда все-таки надо за ними попристальнее последить, покормить, то все. Ближе к 6. Хорошо, понял. Буду знать.
Ну да, можно тогда по вечерам устраивать. Где-то в 6 могу начинать примерно. И так где-то, ну, максимум, может быть, тогда, правда, по времени они меньше будут, потому что у меня просто принцип, как бы, по вечерам особо не играть. Там, не знаю, после 8, условно говоря. Так, куда он поведет? Туда? Ладно, пойдем туда. Блин, прямо на луже надо стоять. Сейчас друида вайпнет. А, не вайпнул. Ладно, живи, ладно. Блин. Не в ту сторону прячешься, чувак. Ну, у нас по большей части на самом деле тоже. У нас их просто два. Хозяйка оставила на время. Пока не вернется и заберет. Один, да, вот прям сейчас вот вижу, она тут у меня справа на стульчике спит практически весь день. Неактивная. А вторая может иногда побегать. Просто стоит хоть чуть-чуть обратить внимание вот на вторую, и она сразу это понимает и начинает приставать. Так, успел. Ну ладно, в целом, да, наверное, буду потихоньку пытаться. С какой-нибудь, может быть, следующей неделе. Дефенс, блин, ладно. По вечерам стримить. А так, завтра, наверное, примерно в такое же время утреннее я буду. Сделаю паузу от Warcraft, это 100%. И вот сегодня посмотрю в интернетах. С большей долей вероятности, что завтра, наверное, попробую поиграть в Корсаров. Только просто вот не знаю, какую часть. Брать ли какую-нибудь такую, где нужно подольше, скажем так, развиваться, или в которой можно так чисто почилить и, не знаю, даже побогоюзить, вот как я говорил, там, типа Ветер Свободы, которая попроще оказалась. Или все-таки Город потерянных кораблей какой-нибудь. Так, вот, кстати, появилась, вот про это я, наверное, говорил, да, вот эта вот обилка троечка. Там, наверное, 5 раз настакать, наверное, надо. Или как там было, вот не помню. Ну, могу, да, поискать шипак, кстати. Какого-нибудь рутрекера скачаю. Так, окей. Один бронзовый дракон использовал Temporal Shift. Хорошо, значит, я следующий буду использовать его. Правда, именно когда? Мне кажется, его надо использовать, когда он призывает этих вот дракончиков. Ну ладно, пофиг. Сейчас вот использую. Так вот. Ну да, по сути, логично. Чем скорее, когда откатится, тем лучше. Зеленый дракон там что-то пытается пвпшить, я смотрю. Просто летает от арканболтов. Блин. Ну ладно, тут хотя бы ребята
В основном понимать, что делать надо. Ну, в общем, да, я тогда скоро буду тогда заканчивать. Скачаю шипак на завтра. Посмотрим, что там. Что там будет интересного. Блин, опять defense рейтинг. Обидно. Триничка. Триничка не на меня, она на кастера. Такс. По-моему, что там у нас? Квест какой-то был, да? В смысле? Мы же убили его. Ладно, на следующий раз. Его уже утонули. Кольцо и треника. Да, хорошо, понял. В следующий раз тогда попробую по этой тактике. Я просто всегда думал, что единица вообще бесполезная. Так, что у нас тут? Саранит. Саранит. Тут дают взамен эмблемки. За первое прохождение в день тебе дают эмблемки триумфа, по-моему. Да, вот эмблема триумфа. Потом все, потом больше ничего не дают. Кроме голды. Ну, сундук залутали, он исчез, все, больше ничего. Именно сумка сундука, ну не знаю, она исчезла. Сундук точнее. Ну или я, наверное, идиот, не обратил внимания. Так, ну там, я так понимаю, он хочет залутать саранит. 46 КХП, я не полезу к танку. Так. Ну, ладно, пофиг, если я тут гридролом залутал, пофиг, заберу ремень. Возможно, кстати, да, возможно, в этом вот в героике. Самоцветы. Да, такое точно в обычке не дадут. Конечно. Я же обычку регал. В героике, да, могут дать маунта. Вот это вот я помню еще, по-моему, в Стратхольме можно выбить какого-то. В очищении Стратхольма, по-моему, можно выбить дракона. А я в обычке, и у меня же только вот. Там, чтобы регнуть героик, нужен определенный порог. Так, ну что там по данжу? 10 минут. Повешу в очереди. Если не прокнет, тогда буду закругляться. Да, там чисто такой небольшой порог. Где-то не 4 точно, меньше даже. 3 плюс, по-моему, нужен. 3 500, может быть, да. Скорее всего, 3 500 ближе. Где-то так. Ну, точно не 4. Потому что в героиках там разница тоже небольшая, на самом деле. К моему удивлению. Блин, вот эти вот, кстати, квесты на эту деревню я так давно не делал. Я, наверное, в своей жизни один раз это все делал. И то он, наверное, на нерабочем дыркуле. Тогда еще был какой-то интересный баг. Там дропалась какая-то белая шмотка, белое оружие, брунхельдарское копье или что-то типа того, и оно было багнутое. Оно типа шотало в ПВП противников. Прикольно, не знал.
Но я насчет маунтов особо не интересовался. В Личе именно. Я знаю, что в Долоране есть продавец. В этом вот. Возле склепа Аркавона тоже есть продавец. Там мамонта можно купить. Потом можно купить, я знаю, за убийство всех лидеров Альянса или Орды. Медведя, по-моему, тоже, кстати. Я так сильно насчет Лича не интересовался. Да и в целом, наверное, тоже. Для меня маунт это приятная, как бы, скажем так, вещица, которую можно иметь тоже. К примеру, допустим, вот Грифон, ну, такой себе. Внешне мне не очень нравится. Я бы, естественно, с удовольствием поменял бы на что-нибудь другое, но тоже не настолько пафосное. Допустим, голова Эмирона мне не нужна там, или как она там называется, Эмирон. Это из этого вот Ульдуара, в котором я тоже ни разу не был, но, по-моему, там он выбивается. Так, что там? Саранит. О, туда не полезу я. Допустим, из летающих маунтов на ритейле, на котором я летал вот постоянно, я даже не помню. Турбовертолет. Может быть. Трудно так сразу вспомнить. Но мне почему-то всегда вот всякое механическое нравилось. Чоппер тоже делал. Правда, это уже было именно в Shadowlands. Тогда гораздо проще, естественно, собрать все ресурсы. И деньги не такие ценные. Голда не такая ценная, как тут. Мне больше нравится собирать эти различные интересные шмотки для трансмога. Вот у меня ДК, допустим. Когда я покупал Shadowlands, там я купил тот комплект, где тебе дают еще бесплатно. Ну, точнее, бонус. Трансмог. Типа путешественник во времени или что-то вроде того. Там в капюшоне такой сет. Интересный. Плюс летающий монозмей или анима-змей, как он там называется. Вот тот сет, допустим, очень красиво выглядит, мне понравился. Ой, блин, как же меня бесили вот те люди, которые закрывают NPC везде. В Долоране, например, вот. Да? Блять, клятый Долоран нажать не могу. Короче, в Долоране же есть только один аукционер. Только один, мать твою. И он доступен только инженерам, но там все равно народу дофигище просто. По вечерам, когда ты заходишь туда, вот тут на Вармейне прям вот я хожу. Просто все встанут именно на этого, на гнома, механогнома. И стоят в его текстурке, и ты просто вот пытаешься мышкой выкликать вот именно тот самый маленькую текстурку, маленький пиксель найти, чтобы просто поговорить с этим аукционером. Пару раз было так, что вот прям выбешивало так сильно, что приходилось просто телепортироваться в Штормград. Но идея сама по себе, конечно, прикольная. Но когда это вот против тебя работает, блин, не прикольно. Бывает, некоторые прикрывают своей тушкой. Я, допустим, видел, как друиды в форме медведя поглощали текстурку мастера полетов. О, титан. Так, лутаем. Садились прям вот в текстурку гоблина, допустим, мастера полетов, гоблина. Естественно, это все точки полета нейтральные, по типу Кабистана, Прибамбаска и еще какие-нибудь дополнительные, которые были добавлены.
по просьбе фанатов, допустим, вот в УТЛК были добавлены, допустим, в западных темных землях на границе с восточными. И вот друид в форме медведя просто сядет, функция присесть, и он тем самым просто полностью поглощает своей текстуркой текстурку гоблина. И все, и не поговорить. А если начнешь драться, то если есть охрана, то охрана на тебя нападет сразу. Из-за случайного клика. Он тогда там, наверное, вообще ростом с трехэтажку какой-нибудь. Я такие особи видел. Правда, там на Альянсе в Штормграде, которые там пьют, да, фласку, эликсиров Giants какой-нибудь, я не знаю, еду. В общем, все, что увеличивает твой рост. И стоят просто на площади. Правда, они, ладно, они просто стоят для красоты, а кто-то, наверное, может этим воспользоваться, чтобы тоже поглотить текстурки чьи-то. Так, сколько тут уже? 8 минут. Ну да, как я и ожидал. Ни хера не танка. Так, богатый саранит. Тут на меня сагрятся. Пофиг, ладно, пусть шаман забирает. Я не жадный. Валки в шторме. Ну, запрыгнуть там, кстати, да, легко. Да, таким-то, кстати, методом можно и в Стальгорне. Так это же еще сразу вспоминается история с этим багом Хакара. Когда какой-то охотник, допустим, просто убрал питомца во время дебафа, когда Хакар кидает свою зараженную кровь, и потом выпускает питомца и заражает всех просто, абсолютно всех в столице. А World Boss, да, кстати, этими фичами пользуются до сих пор. По-моему, до сих пор вот на хардкор классике, вот тут вот, которая была вот не официальный запуск, а чисто вот просто добавлены какие-то миры на ритейле, ну, то есть у Близов на серверах, какой-то игрок, вот не помню, какого босса он притаранил. Он был охотником, естественно, так проще. Но я забыл, кого он притащил. Возможно, он просто притащил этого стишка, допустим, да, вот этот босс, который бродит здесь вот по дороге. Он притащил его вот сюда вот, допустим, в Sentinel Hill, в западном крае. Или кто-то просто бежит вот в выжженные земли и ищет этого летающего дракона, который здесь вот патрулирует. Теремус Пожиратель, или как там его звали, да? И давай его сразу же вести в Элвинский лес, там, допустим, в Златоземье, я не знаю, или в Штормград. То есть, да, вот то, что вот они тягают вот всех этих ворлд-боссов туда-сюда, это, да, это живо просто до сих пор. Люди этим занимаются, и вот это, кстати, это круто, вот это вот мне нравится. Это вот хоть как-то дает разнообразие какое-то, и сразу же улыбка появляется. Вот это, конечно, молодцы ребята. Занимаются полной фигней, но это игра, для этого она и создана, чтобы веселиться в ней, а не для того, чтобы вот так вот просто тупо тратить время на задрачивание всего и вся. На хардкоре, да, вот. На хардкоре это та еще тема. Это, по-моему, было на хардкоре. Вот не тот, который только что открылся, потому что там только появились первые 60-е лишь недавно. А вот то, что там вот недавно лишь. Либо бета-тест был, либо что-то вот вроде того. И вот там игрок притаранил какого-то такого не слишком сильного вордбосса, но он был чисто вот элитник какой-то, прям такой сильный, хай-левел. И вот он прям терроризировал просто активно всех, там убивал хардкорщиков.
Это похуже тех, кто именно охотится на ганкеров. Потому что есть те, которые абьюзят хардкорщиков, просят в World чате, типа, киньте мне баф, пожалуйста, да, чтобы получить PvP-цель. Ты, допустим, включаешь PvP-режим и просишь у кого-то баф. Он тебя бафает, и он тоже потом сразу отмечается как PvP-цель. И твой знакомый сразу же из другой фракции появляется там из стелса разбойника и убивает. И вот есть такие, которые охотятся на этих вот ребят, вот, да, на этих охотников. То есть вот настолько все заходит далеко. Я думаю, это единственные вот такие прям вот реально позитивные моменты, помимо того, что ты просто возвращаешься на ту же пресловутую классику, чтобы просто поднять 60-й левел. Просто потому что, ну, вряд ли большая часть игроков останется на 60-м и продолжит активно закрывать рейды. Останутся только те, которые сильно настроены, и те, которые прям, ну, знают игру вдоль и поперек. Естественно, допустим, я хоть и играл очень долго и много чего знаю, но я не из тех людей. Мне тупо лень, и я, естественно, не знаю все тактики и так далее. Но вот те, кто таскает боссов, это просто им отдельный респект. Это прям тролли высшего разряда. Было бы интересно с такими людьми пообщаться. Спросить их мотивацию, зачем они это сделают. Что их сподвигнуло и как вообще это происходит именно. Как долго времени, допустим, занимает постоянно кайтить, вот его агрить, чтобы не сбросился агро, допустим, там с босса. Нужно же постоянно быть в зоне досягаемости, в определенной. Так, ну я смотрю, металлы тоже уже повсюду исчезли. Самые такие ближайшие. Ладно, буду завершать, наверное, круг. Сейчас вот облечу. Так, что у меня плейлист, что ли, закончился или что? А, да, и правда закончился. Ну, давайте еще тогда. На последние минутки. Я и не заметил, что уже 5 часов стримлю, ё-моё. Сашара. Азурегаса, да? World босса. Да, по-моему, Азурегас находится. Тут как раз сейчас вот на хардкор классике фармят уже Азурегаса, уже первые вайпы на нем. У этого, у Варгула там видос я видел. Ну, превьюшку, по крайней мере, я сам видос не смотрел. Ночью. Ну, не... Блин, ну это, кстати, да, непонятно. Сначала хотел бы списать, допустим, на серверное время и местное время, но на самом деле какая разница, если местные будут играть, скорее всего, по местному времени. Хотя, хардкор сервера, наверное, допустим, в РУ регионе вряд ли отдельно открыты. Там у них открыты англоязычные. Стичес и еще какой-то, по-моему. Там, по-моему, два мира просто отдельно открытые. Они, наверное, всецело поглощают всю европейскую аудиторию. Условно, от Португалии до России, да, там. Ну, разумеется, какая-то часть России, наверное, все-таки играет, возможно, там на американских серверах, условно говоря. Тем, кому ближе Америка по пингу. Типа Дальний Восток, может быть, я не знаю там. Как им удобнее. Поэтому в этом плане, может быть, можно и все это вот спихнуть на разницу во времени. Когда самый такой больший пик. Потому что вряд ли за это банят. Я лишь видел, как часто игроки, особенно популярные всякие ютуберы, стримеры, любят пожаловаться, то что вот меня заабьюзили. Из-за этого абьюза я
случайно погиб. Пожалуйста, верните моего персонажа, воскресите его. Вот такое я часто уже видел. Это вот такие вот форс-мажоры. Это единственные, которые я видел. Все. Других больше как бы нет. А баны вот за такое да нет. На Вармене, кстати, за такое банят. За подобное, ладно. Причина называется Disruptive Gameplay или что-то типа того. Такую причину я видел, но я не знаю, естественно, что это именно имеется в виду. Возможно, это вот те самые игроки, которые прям активно в течение вот суток просто берут и ганкают игроков. Допустим, я не знаю, ну, условно, вот в Нордсколе ты пришел в Борейскую тундру, и они прям поджидают тебя вот здесь вот в крепости и убивают постоянно квестодателей. Тебя постоянно убивают. Может быть, таких игроков и банят тут, на Вармене. Это вот я видел. Так, ладно. Лечу в Долоран. Лечу в Долоран и буду туда выходить. Насчет корсаров, тогда так и называется, да? Шипак прям. Это прям уже полноценная игра считается? Или его надо поверх города забытых кораблей, или как там, ставить? По-моему, это, наверное, должна быть отдельная игра. ГПК, хорошо. Ну, думаю, на торрент-трекере без проблем найду. Сейчас тогда поставлю на скачивание. И заодно, может быть, какой-нибудь дополнительный плейлист тоже сделаю, просто ради интереса. Правда, там, наверное, внутренние саундтреки будут поприятнее повспоминать, послушать. Там уже пофиг на авторское право. Ладно. Сегодня тогда все, буду закругляться. Офсайд. Офсайд? Что за офсайд? Так. Какой офсайд слушаю? Ладно, давай попробую загуглить. Город потерянных кораблей. Шипак. ВКонтакте. CorsarsLegacy.com. Вот есть. Гавань Корсаров есть. Леопард Шипак скачать. Хорошо. Что? Пилим Корсары 24/7. Так. Леопард. Шипак скачать. Так, погоди, это скачивается через ВК? Блин. Ну, придется через VPN тогда. Если получится. У меня есть встроенный, в Opera есть встроенный VPN, но он тормозючий поначалу был. Сейчас, надеюсь, нормально просто. Сейчас у меня интернет поменялся. Ладно, для интереса гляну на Гутреки. Шипак. Так, ну вот тут самый популярный 127. Вот. Корсары, город потерянных кораблей. Шипак 2.2.2, финал. Думаешь, этот не подойдет? Автор Леопард, кстати, вот он. Я думаю, это то же самое.
Просто через торрент-трекер. Залито 22 года, 24 мая. 2,3. Так. Новые области для исследования. 2 героя с собственной линейкой квестов и биографии. Новый. Но здесь можно же кастом много героев сделать, да? Компьютерный противник способен на качественное количество сравнений с кадром. Симуляция городской жизни в портах, улучшенная анимация лиц персонажей, доработанное движение при фехтовании топорами и саблями. Огромное количество кораблей, 140 штук, на любой вкус и цвет. Окей, хорошо. Но главное, чтобы меня сильно в этом не ограничивали в сюжете. Я не хочу сюжет проходить, я так хочу почилить, поплавать, повспоминать, в общем. Ну как, проклятые судьбой, по-моему, или как? Там ты выбираешь либо из сюжетных 4 штуки, да? Либо ты выбираешь абсолютно любого, создаешь из всех возможных, которые есть текстурки именно. Блин. Тут, наверное, не будет в описании такого. Проклятые судьбой. По-моему, это в проклятой судьбе было, я не знаю даже. Тут вообще ничего нет такого. Ну ладно, не важно. Ну хорошо, пока что я оставлю это. Еще загляну на ВК. Посмотрю, что там. Получается, это у нас... точно, 2-3Б. Да, я и не заметил. Вот он, да. Тут у нас 2-2-2 Final. Так, чтобы убедиться, да, нельзя вот. Надо будет подключать VPN. Но это потом, это ладно, сделаю вне стрима, потому что очень тормозит он. Ладно. Так. Тут сразу переключиться. Тогда до завтра. Завтра примерно в это же время, я думаю, получится у меня стартануть утречком. В 9, в 10, как проснусь. Сегодня тогда уже буду отдыхать. Попробуем. Корсаров. Да, давай. До завтра.